Здоров, здоров, ребят. Ну чё, мы продолжаем проходить RDR 2. Нам осталось, по идее, до финала не очень-то далеко, но побочные миссии тоже никто не отменял. Поэтому продолжаем. Продолжаем. Так, давай, полноэкранный режим, бам-бам, ну все, как обычно. Тихо. Да, подтверждаю, подтверждаю. Угу. Автосохранение, естественно. Естественно. Так, у нас тут неподалеку есть побочная миссия. Давай сразу мы к ней двинем. Это у нас снова выбивание долгов. Штраус сидит. Как там, ростовщичество и прочие грехи. Мистер Морган. Да, Герр Штраус. Как себя чувствуете? Так же, как и выгляжу. Понятно. Напоминаю, то, что на прошлом стриме Артур Морган узнал то, что у него туберкулез, и жить ему осталось не очень-то долго. Вы не могли бы заняться одним делом? Должники? Да. Да, наверное. Но как вы исполняете свой долг достойно? Знаете, мистер Морган, мне очень жаль вас. Нет, не важно. Послушайте, Штраус, берегите себя. Я ведь еще не умер. Нет, ну, конечно, нет. Так что я хотел сказать? Я Штраус, должники. Кто он задолжал? Ну, есть один дезертир из Форт Уоллиса. Сперва наведайтесь к нему. Они ищут его на дороге вблизи 3 сестер. Его зовут Джей Джон Уэзерс. Кроме того, в Аннесберге есть один шахтер. Его зовут Артур. Да, как и вас. Артур Лондон-Дейри. Семейный человек в отчаянном положении. Ну, вы понимаете. А больше никто из парней не может сделать. Увы. Ну, ни у кого больше нет вашего рвения. Рвения, так? Ладно. Берегите себя, мистер Морган. Снова заставляет выбивать нас долги. Ладно, пойдем лошадь найдем. Где наша кобыла пасется? Ага, вон так. Я думаю, хотя в принципе тут не так далеко сохранение было. По карте мы отметим, короче говоря, куда ехать. Это ближайшее. Все, только одна точка. Он же говорил про мужика какого-то в Несбурге. Ну ладно. Видимо, для начала это надо выбить. Давай. Джей. Джон Уэзерс. Поедем к тебе. Блин. По лагерю на лошади ездить нельзя. Но я туда заехал. Лошадка. Бля, сейчас все придут кобылы. Давай, 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 ну смелее. Ну что ты, еле прется. Ты еще кашель? Ну, последний в 5-й педучасток. Как ты, друг? Лучше, говорит, не бывает. Садись ты на лошадь. Блядь, стоит со мной, разговаривает. Так, ты его очень огорчаешь. Да, отвали от меня. Отвали от меня. Я не хочу с тобой разговаривать. У Артура вообще башка свернется просто. Я не буду даже это читать. Они обсуждают свою главнокомандующего дачи, насколько он хреновый. Бля, как иногда сложно выйти просто из лагеря. Все, наконец, слава богу. Выбрались. Так. Теперь дорогу бы найти. Давай мы чуть подсрежем вот здесь, наверное, да? Макс Ланг, привет.
Здорово, Макс. Чё, как ремонт? Во, я выбрался. Наконец-то выбрался с этого лагеря. Поселили где-то в горах, хер, блин, найдешь какую-то дорогу. Кстати, надо лошадь покормить. А то опять исхудает. У меня жирненько. Надо стекло ее кормить. На диете, короче, лошадь будет. Чему бы нет? Что там? Там кто-то что-то орал. На берегу. А, это священный чувак. Это, точнее, не священный, блаженный чел. А нет, это кто-то другой. Уходи, уходи. Угу. Лошадь стала, и я постою. Ей до пизды, мне похуй. Мне так больно. Выйди из воды, чел. Он не желает явить мне послание. Не желает. Я провел здесь годы и ничего. Ничего. Макс Ланг. Надо было по ГЛОНАССу выезжать. Поэтому, как ее? Маруся, да, у нас сейчас этот... Типа... Как ее, блядь? По-моему, Маруся называется. Типа Алисы. Надо по Марусе, чтобы Маруся мне маршрут построила. Кто-то говорит, тебе знает. Откуда мне знать? Откуда мне знать? Чувак, ну заканчивай. Все. Второй раз мы с ним поговорили. По-моему, будет третий. Либо мы как-то его еще встретим. Ну не просто же так разрабы прописывают чувака в разных участках карты, чтобы потом просто с ним ничего не произошло. Я думаю, это не просто так. Ну там олень купаться ходил. Здорово. У него рога мясистые. Я думаю, может подсрезать где. Блин, тут все в гору. Ну-ка давай так попробуем. Ой, я, бля. Лошадь в гору не идет. Ну давай хоть как-нибудь-то подсрежем путь. Погода нынче не летная, лошади в гору не скачет. Тут часто такая неочевидная тема, короче, встречается. То, что ты вроде как видишь гору, но забраться на нее никогда не получится. Тихо. Я ничего не вижу. Я в камень уткнулся. О. Интересно, сколько еще квестов по выбиванию долгов? Когда-то же они должны закончиться. О! Ай, думал, свежий труп сейчас заберу в котомку. Но Олежка не подох. Макс Ланг. Тут две беды в игре. Лошадь и камни. Ну, лошадь тут туповатая, но камни больше беды приносит, по-моему. Так, тут еще какой-то вопрос нарисовался. Ага. Ну, это, по-моему, вот где-то очень далеко. Тут лошадь немного умственно отсталая, я думаю. Она, короче, вечно куда-то убегает, ты ее свистишь, она тупит. И она как-то сваливает всегда на край карты. Когда какой-то замес, лошади нет.
Так, на знак вопроса мне явно не добраться. Это надо будет спускаться с горы, и то не факт. Возможно, подниматься заново еще туда, но... Ну его в жопу, я думаю. Найдите Джея Джона Уэллса. Лошадь. То пугается, то подставу тебе делает, когда не подходит. Ну этот, как его, слушай, я же ее прокачал до 4-го. Она сейчас вообще как бы диких животных не особо не сыт. При каких заметках она меня не Вот скидывает. я про то же. Купит, это да. Вот ты какой-то там погоня начинается, ты ее, блядь, свистишь, она где-то в ебенях просто плетется, застряла там между двух камней и тупит стоит. Вот это да, это было. Вот допустим, вот где она? Ее нет уже. Она уже хуй знает где. Я ее только недавно тут заставил. Она уже удрать успела. Пока рядом со мной находится. Поговорите с Джеем Уэзерсом. Где он? Под телегой лежит, что ли? Да. Бог помощь. Джей Джон Уэзерс. Теперь меня зовут Белый Гусь. Как бы там тебя ни звали, ты занял денег у Леопольда Штрауса. Пора платить по счетам. Сейчас неподходящий момент, сэр. Он всегда неподходящий. Максвелл. Пугаться может легендарных животных. Ну, сколько раз проезжал, короче говоря, крокодилы прям рядом были в воде, ну, не знаю, насколько они были легендарные, но часто, ну, не то, что часто, но было дело то, что писалось, здесь вы можете встретить легендарное животное. Бросает тебя на произвол судьбы. Она очкует, но вроде не сильно. Единственное, что она еще в непрокачанном состоянии. У меня лошадь подставляла, когда пума на меня прыгала просто. Тогда у лошади, по-моему, было второй левел. И пума на меня бросалась дважды. Я там через какое-то место ехал. Пума на меня скок. Лошадь в одну сторону, я в другую. Пока я пистолеты достаю, меня пума съедала и все. Ну и один раз лошадь у меня замочили бандиты. Пришлось делать откат. Сюжетный. 4 часа просто игры в пизду улетели. Это Штраус знал, что это долговременный заем. Срок подошел, хорошо. Ты почитай потом про легендарных в РДР. Они одни на локацию. Ну, я добывал легендарных животных. Вот Мишку я где-то в стриме на 4-м зарезал легендарного. Потом вот эта лошадь, на которой я катаюсь, она тоже, по-моему, легендарная считается. Или нет? Нет, по-моему, лошадь не считается легендарной. Кабана, короче, легендарного встречал. Кого-то еще. По-моему, оленя. Они все на карте отмечены, где их искать, типа, легендарных. Ну, за первое прохождение, я помню, несколько раз ловил легендарных животных, когда снайперку раздобыл. Их запросто можно было валить. Но я что-то сделал пару амулетов, по-моему, или один амулет. Продал 1 или 2 шкуры, и из-за них практически ничего не выручил. В пизду даже. Нет смысла легендарки эти искать. Ничего интересного, короче. Вы не могли бы мне помочь? Если я останусь здесь, потом некому будет вам платить. Я пришел не для того, чтобы помогать, я пришел за деньгами. Мы все сейчас в очень трудном положении. Послушайте, за мной гонятся люди. Они убийцы. Я не дезертир, я просто не согласился с кое с чем. Неправильно это. Будь у меня другой выход, я не стал бы убивать. Мне нужна ваша помощь. Заткнись. Прошу вас. Это он. Слишком поздно. Оставьте. Короче, будем сейчас стреляться с этими ребятами. Ну раз уж я здесь, я сделаю все для тебя, что смогу. Ну, какой добродушный у нас Артусик. Прям сказать ничего. Будем убивать людей ради долгов. Сколько еще человек-то? Бля, там еще другие подъехали. Я думаю, надо съебаться немножко. А то что-то как-то сейчас телега полыхнет. Так, я не вижу.
здорово, если бы чувак тут тоже ушел. Он сейчас скажет: бля, извини, денег нету. Денег нет, но вы держитесь там, типа того. Макс, Все сгорело. там амулеты дают пассив. Они помогают в большинстве с лошадью. Меньше затрат на энергию и так далее. Угу. Дают пассивки, они помогают в большинстве с лошадью, меньше затрат на энергию и так далее. Но я говорю, то, что я делал где-то, ну, может быть, 2-3 амулета. У меня сейчас, по-моему, какой-то тоже валяется, я их вообще не использовал. Ну, не особо там ничего, никаких добавок. По-моему, самое оптимальное, если тебе надо какие-то статы поднять. Ну вот, чтобы там, допустим, долго плыть надо. Долго бегать надо. Потому что там есть один, допустим, момент, за золотом надо на один островок переплыть. Я вот, допустим, только тоник использовал. Амулет там явно не поможет. Хоть заплавайся. Ну как заплавайся, как топор, блядь. А тут плавать не умеет особо. Он сразу же здоровье теряет и выносит. По-моему, амулеты тут в основном условность. Так, ну, наверное, это бандиты, да? Хотя, чем мне грабить? Денег до хрена. Так чисто пробежаться, потрошки пособирать. Патроны, карабин. Карабин. Где-то вот тут еще. Ну, ясно, патроны на карабин набрал. Хотя я их не тратил. Ну, а сейчас он скажет: чувак, сорян, платить не смогу, у меня деньги там были. Все хорошо, милая, можешь выходить. О, она с икрой, короче, да? Толка бурундук. Не надо было мне, наверное, все-таки помочь тебе с фургоном. Возможно, мы еще можем что-нибудь спасти. Да ну? Слушай, можете взять этот серебряный медальон в счет долга. Прощаем долг. Мы будем дочерним долгом. Главное, о ней позаботься. Иди. Thank you. В этом мире слишком мало доброты, поэтому я точно знаю, но вы... А мне точно никакой доброты нет. Ну, тут Артур, естественно, будет сейчас прицеплять себя к злодеям. Но карма плюсом. Пидорублики, мне его нахер не нужны. Пускай свою телку молодую пасет. Так, хрен с ним, с этим кроликом легендарным. Есть еще какие-то должники? Вот второй. Ну, если их только два, то достаточно будет второе выполнить, и потом сразу на побочку топ. Да? Угу. А потом сюжетки уже заниматься. Все, поехали. Тут можно подсрезать, да, наверное? На горной местности очень легко пиздануться. Вместе с лошадью. Летал тоже, было дело. Враг не замечаешь, на нах. Да что тут говорит? Просто на ровной ты поверхности умудряешься в середину забора въехать. Либо вот прохожие едут прямо в тебя. Иногда тут моменты очень странные бывают с управлением. Представляю, как хреновенькие лошади тупят. Ну, в смысле, которые там у них маленькие статусы и так далее. Выносливость маленькая и все такое. Главное, не забываем сохраняться. Ну и в жопу. Чтобы не переигрывать. По-моему, где-то в этой местности находились на мишку легендарного. Ну, где говно искали.
эта миссия? Ну, где-то тут. Фига. Хотя нет, это Аннесбург, тут кур до хрена. Там более равнинная местность была. Давай попробуем подсрезать вот тут. А, ну так и по дороге так и получается. Лунки рядом. Надо пиздовать. Да давай, езжайте. Ну, езжай. Бля, я думал этот. Я думал оборотень. Нихера. Потому что бой такой какой-то подозрительный был. Отмечалась там где-то точка, куда я смотрю. Я не знаю, может я проворонил. Вдруг это еще один оборотень был. Тоже возможно. Так, найдите Артура. А он у нас, если я не ошибаюсь, тусуется прямо вот в шахте. Что-то такое знакомое задание. Типа ты к шахте подходишь, там типа тебя никто не знает, где его найти, там он гасится или что-то такое. О, нормуль. Это я удачно зашел. Расспросите охранника. Приветствую, как дела в шахте, там бла-бла-бла. Задать вопрос. Где мои деньги, Лебовский? Я ищу некоторого Артура Лондери. Мне сказали, он тут. Мы поговорили, говорит, с бригадиром. Ну, пошли. Он внизу. Ну, где у вас бугор сидит? Эй. Ну да, это явно не бригадир. Бригадир должен быть в белой каске. Большим и толстым начальником. Вот. Бригадир, где мои деньги, Лебовский? Артур Лондери. Он здесь? Извини, парень, но ты опоздал. Артур умер. Он умер? Что случилось? Теперь ты деньги из него не выбьешь, да? Хули смешно. Мог бы получить что-нибудь у его вдовы, она живет напротив Бутчер Крик. На твоем месте я бы поторопился, кроме тебя к ней в гости придут и другие. Как тебе не стыдно? Эй, это же не я тут чертов ростовщик. Ну да. Справедливое замечание. Это вот так, да? Да, я вот так сюда попал. Ладно, пойдем в этот Бутчер Крик. Что-то мне сдается, и бабы в этой деревне. Бутчер Кирк тоже нет. О, все же возможно. Да, миссис. Я тоже, кстати, вместе со мной кто-то ее ищет. Да, возможно. Я только приблизительно помню это задание. Так, как отсюда выбраться теперь?
Ну, все, шарашим до деревни. Пойдем. По-моему, тут и этой бабе придется долг простить. Что-то такое вот я припоминаю. Она скажет, типа, денег нет, но вы держитесь. А ты такой, да ладно. Да ладно, я за тебя заплачу. То ли она ему в уши насыт, то ли что-то такое. Так, вот она, дамочка. Где-то тут. Пистолеты доставим. На всякий случай. А где мой? Сложишь свои вещички? Я не хочу уходить. Это будет настоящее приключение. Я не хочу приключений, я хочу папу. Держись, мой милый ангел, держись. А с кем он разговаривает? Рядом же никого нету. Либо у нее, она, короче, тёлка чревовещатель. Либо ребенок исчез. Просто испарился. По-моему, она чревовещатель. Она только что разговаривала двумя голосами. Бартгамер, всем привет. Здорово, Бартгеймер. Давай-ка мы почистим пистолетик-то. Бартгамер, Давно не вот было. мой лайк. Спасибо. Спасибо за лайкос. Вот тут пистолеты трем. Смеемся. Надо второй напердолить. Такое бывает нечасто. Бартгамер, И то не у как всех. дела? Да дела отлично. Отлично. В отпуске так вообще шикардос. На работу ходить не надо. Ничего не надо. Так. О, почистить. Отрем этот пистолет. Бартгамер, а в отпуске. Да, причем мне вообще на работу что-то. Бартгамер, круто. Мне на работу аж в январе. Выйти дней на 20. Потом обратно на месяц. Еще раз в отпуск. Бартгамер, Ну да, типа того. Отпуск дело хорошее, но когда он слишком длинный, ты устаешь от него. Так. Давай придется оружие сложить. Что-то как-то он не очень весело сюда хочет подниматься со стволами. А, вообще к бабе не подойти. Так. Мисс Лондонери. Артур умер. Я знаю. И Бартгамер, мне жаль. Ашу в январе. Повезло, повезло. Повезло, повезло. Но я в начале декабря ушел. 9 числа я ушел в отпуск. И 14 января мне с отпуска выходить. Месяц. Вообще у меня положено 62 дня календарных в год. Можно делить пополам. А можно 2 месяца сразу же отгулять. Но обычно у нас делят пополам отпуск. То летом, у кого он стоит. Ну, чтоб типа 2 летних месяца куда-нибудь уехать там. И так далее. Не знаю, мне всегда вот 1 месяца за глаза отдохнуть. Видите ли, мы одолжили Артуру денег. Так это был ты. Сукин сын. Чего ты от меня хочешь? Хочешь забрать ботинки моего сына? Хочешь оставить нас без пропитания? Его и так нет. Хочешь, чтобы я... Нет, нет. Артур отдал все, чтобы заплатить по вашим счетам. Все. А теперь какие-то сволочи еще и забирают у нас дом. У нас ничего не осталось, мистер. Да простим долг, что надо? Я просто хотел сказать, что долг списан, и еще возьмите.
Конечно, это не вернет вам мужа. Но вам нужны деньги, а мне нет. Вы хороший человек. Жаль, что вы не сделали этого до того, как его свели в могилу, там, бла-бла-бла. Но знаете, может, вы и ваш друг, который одолжит ему денег, могли бы действовать другими методами. Например, без запугивания. Прощайте. Мне жаль, мэм. Искренне жаль. 55 долларов мне это стоило, но плюс карме. Короче, Артур у нас в виде Иисуса узнал то, что он болен туберкулезом, бабки ему больше не нужны. Сейчас мы лошадь умственно отсталую с аутизмом позовем. Вот, бабки ему не нужны. Теперь можно прощать чужие долги, с помощью которых питается его банда. Плюс еще свои кровные заодно отдавать. Баргамер, сейчас вернусь. Окей. Так вот. В принципе, с одной стороны, это немножко неверно. То, что он пользуется чужими деньгами, распоряжается ими туда-сюда, раздает. Ау. Прости, лошадь. Я не знал то, что ты мордой влепишься вот в этот тупорылый, блядь, стул. Пиздец. Как это работает, я так до сих пор не понимаю. Лошадь прямой наводкой долбанулась прямо в холл. Давайте хоть почистим, я не знаю. Хоть как-то извиниться. Так вот, Артур пользуется чужими деньгами, с помощью которых питается его банда и так далее. Ну а с другой стороны тоже его можно понять. В принципе, то, что деньги ему нужны, это ладно, это понятно. Не нужны больше, это ладно, это понятно. Он типа смертельно болен, там и т.д. и т.п. Но я бы тоже простил, в принципе, если можно просто сказать Штраусу, то, что я эту бабу не нашел, она умерла тоже вместе с мужем. Сгорели там, да похер. Как будто Штраус ломанется искать. Ладно, я же лошадь чистил. Че она опять грязная? Ладно. Короче, если он такой сердобольный, мог бы отмазаться. Серьезно. Так сейчас он подойдет, может, скажет там. Они тебе больше ничего не должны. Он скажет, ах ты сука. И туда 5 человек отправят, и бабу эту убьют. Они же бандиты, им похер. Давай. Эй. Ну что? Как ваши успехи, мистер Морган? Лучше не бывает. Просто... Вставай. Что? Вставай! Ничего. Вообще ничего. Что ты делаешь? То, что должен был сделать давным-давно. Бери свою сумку. Это она? Да. Я не понимаю. Я не стану тебя убивать, хотя и следовало бы. Ты мне отвратителен. Ты позоришь всех нас. Если, конечно, мы можем навлечь на себя еще больше позор, думаю, достаточно. Иди. Я не понимаю, что ты делаешь? Иди и ищи работу. Знаешь, говорят, у больных бывают эпизоды бреда. Я был твоим другом. Мы с тобой недостойные люди. А вот твои клиенты, они хорошие люди. Вот. Возьми. Бери и проваливай. Уходишь? Да и правильно сделал. Выгнал нахрен этого козла. Сейчас, за него больше миссии не будет. По-моему, он свалит окончательно.
Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, он свалит окончательно. Банда редеет. Короче, скажем так. Народу все меньше и меньше. Что это за дом такой? Я не помню, чтобы этот какого. Это там какой-то дом такой сгоревший отмечался. Бергамер. Так, ну и все. Вот, здорово еще раз. Edit Downs. А, это, по-моему, про шлюху какой-то квест. По-моему, да. Там баба какая-то на наркоманку похожа. Что-то с ней там не то. Бергамер, привет. Как сам-то? Как у тебя дела? Давно что-то, я смотрю, не заходил. Учеба, вся фигня, да? Это же он, платите за то, что он сделал. Бля, валим. Пизду этих бандитов. Тихо, 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 валим, 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 валим. Бля, нихера их тут. Это Мёрфи, те самые головорезы, которые там полуканнибалы какие-то. Бергамер. Да, с ними что-то не вариант. Дистант у нас 24/7. Что значит дистант 24/7? Типа дистанционное обучение, и вы как-то учитесь ежедневно, наверное, я так понимаю. Бергамер, а дело уже лучше. Болею я. Чем болеешь? Что за дистант? Бергамер, дистанционное обучение. Ну, это я понял. А что значит 24/7? То есть вы круглые сутки обучаетесь? Бергамер, ДП ежедневно. Ну, ежедневно. Какое? Там же как по-любому какое-то количество часов определенных. Ну, допустим, там 3 часа в день. Все равно же явно меньше, чем в школе. Так, где это прошмандета? Надо ее найти. Давай чуть-чуть наверх. Может быть, она где-то тут. Завод у них какой-то? Бергамер, можно сказать, что и целыми сутками. То ДЗ не там, то урок где-то, то там 2 урока одновременно без ума ничего не успеваешь. Ну это... Так, по-моему, они вообще все на меня сагрились. Вау. Если у вас такая фигня, то неправильно организованное обучение. Вот. Это училка виновата, по идее. Ну, училка или кто там у вас план графики Бергамер, составляет. а болею я не знаю, чем, скорее всего, простуда просто. Ну, надеюсь, под Новый год то поближе поправишься. Смотри, давай лечись. До Нового года совсем ничего. А болеть вообще не в тему. Кстати, если болеешь, тебе все равно надо подключаться на удаленку или нет? Ну, типа, если ты болеешь, то можно на трансляциях не сидеть. Так, я когда въехал в город, да. Бергамер,
Это и в прошлый раз было с дистантом. Я понял. Ну, я тут, слушай, учился, короче, в прошлом году. Бартгаммер? Да надо, даже если болею. Я понял. Я тут в прошлом году на дистанционном обучении на права учился. Ну, короче, на лекции ты сидишь, типа, по дистанционке, тебе устройство, принцип работы трактора объясняет, допустим. Ну, там, или автомобиля какого, а на практику ты туда должен приехать. Такие дела. Херня полнейшая, это дистанционное обучение. Потому что у препода, короче, у него была отстойная камера и микрофон в этой камере. Еле-еле там его было слышно. Че он говорит? Жопа полнейшая. Ничего было непонятно. Бартгаммер? Спасибо. Лечусь. Уже почти вылечился. Думаю, на следующей неделе уже буду здоров полностью. Надеюсь. Надеюсь, то, что все будет отлично. У нас тоже тут с кем из товарищей не разговариваешь. Да на работе то же самое. И больники, всякая фигня. То сопли, то еще что-нибудь. У меня одного чела тут кореша, короче, лечили. У него был коронавирус, а его лечили вообще от пневмонии. Или наоборот было у него. У него была пневмония, а лечили его от коронавируса. Причем антисептиками вообще. Что, причем тут пневмония и антисептик? Я так и не понял. Так, давай к этой прошманде подойдем. Миссис Даунс. Уходите, просто уходите. Она больна чем-то. Извините. Мне очень жаль, но... Ну да, вам жаль. Я вас поняла. Но, то есть... Но я... Эта страна как человек, дорвавшийся до свободы. В том-то и штука, я в этом не виноват, ни я, никто другой. Человек, дорвавшийся до свободы, так пусть он проявит неизменные побуждения, сэр. Но как? Я ведь умею только сражаться. Наверное. Меня освободили, чтобы дрался. Где ваш сын, мисс Даунс? Как вы думаете? В шахте. Пока не заболеет. То есть недолго. Если учесть, что из него выжимают все соки. Видите ли, его не взлюбил бригадир, поэтому ему приходится хуже всех. Но я бы мог пойти туда, а еще вы могли оставить всех нас в покое. Может быть. Тоже века не видали. Шлюха бандиту получает, как жить надо. По-моему, они немножко из разных иерархий, пищевых цепочек, да как угодно называй. По-моему, кто кого еще получать-то должен. Она еще к тому же больна чем-то, вон у нее вся рожа в прыщах. Он говорит, давай я тебе помогу. Она то выпендривается, то иди, говорит, помогай. Теперь поймешь, и... Вы могли вести борьбу на другом месте. Отправляйтесь в шахту. То есть она наорала на него, но он все равно попёрся в шахту. Он сейчас будет вершить только добрые дела. Так, секундочку, я сейчас отойду. 2 минуты. Послушайте пока. Немножко музыки. Сейчас подойду. Первые дни болезни я вообще ничего не делал.
Должен. А то диалоги читаешь, сушит. Кто-то сушит. Так, ну поехали, нам в шахту. Первый говорит, не болезнь, ничего не ел. Ну, Баргамер. Крутой музон. да, тут нашел на задворках интернет. То, что в первые дни, говоришь, ничего не ел, болезни, так это неудивительно. Я сам, когда болею, вообще там почти не жру. Именно когда температура, вообще ничего не жрать неохота. Когда ангина болеешь, так вообще труба. Ты, даже если хочешь есть, все равно не сможешь. Заткнись. Это кто еще? Твой папочка? Мой папа умер. А этот человек его убил. Оставь парнишку. Зачем ты его убил, его папу? Тебе нравится его мама? Перестань запугивать парнишку. Не лезь не в свое дело, мистер. Оставь парнишку в покое. Или что? Врыло сейчас тебе надает. Ты никого не сможешь убить. Посмотри на себя, оборванный, больной и слабый. Пошел прочь, отшельник. Вали отсюда. И этого ублюдка забирай. Даже вот урчит. А есть, ну вообще никак. Ну, я тебе могу посоветовать просто, допустим, какой-нибудь бульончик типа от супа там. Либо жидкий суп, короче. Самая тема, когда болеешь, особо ничего не лезет. Бульончика какого-нибудь. Если есть желание, можешь, в принципе, даже вбить пакет, сожрать, вот что-нибудь такое. Что, жевать особо не надо, но хоть какие-то калории. Смотри сам. Так, одного вырубили. Бригадир на земле. Ну чё, кто следующий? Отпусти мальчика. Отпусти его. Идем со мной. Позор вам. Он же просто мальчишка. Я заберу тебя отсюда. Они меня убьют. Перелишился работы, они меня убьют. У меня есть много денег. Вы с мамой сможете переехать в какое-то место поприличнее. Зачем вам оно? Помогаете, не знаю. Но самое подходящее. Так вот, я тебе что и говорю. Когда болеешь, вот, самое то, супа какого-нибудь, что-нибудь такое, бульончика попить. Отпускает. Потом денек, буквально 2, вот на такой фишке посидишь, и потом уже можно что-нибудь такое, там, второе уже есть. Но нежелательно. Лучше побольше. Ну, вообще даже врачи, типа, рекомендуют. Больше питья, что-то жидкое, суп какой-нибудь такой. Вон у америкосов прикольная тема. У них прямо в банках суп-пюре продается. Просто банку выливаешь, ставишь в тарелку в микроволновку, все, у тебя суп готов. Вот они постоянно любители вот именно такого супа. Не как у нас в России едят. Там суп, чтобы картошка плавала обязательно, мясо, кусок там, какие-нибудь макароны там, я не знаю, какая-нибудь капуста, там еще что-то. У них просто они не парятся, все в блендером в пюре превращают и все. Кстати, тоже, вот когда болеешь именно, тут пюре делаешь, короче, тоже ништяк зайдет. Даже вон в больницу людям, которым есть особо нельзя, короче, после операции какой-нибудь, вот часто делают такое. Типа суп через сито протирают, либо блендером взбивают уже. Фигня. Да-да, особенно вот когда какой-нибудь аппендицит, знаешь, вырезали, или какая-нибудь операция на желудок. Кисель еще. Кисель. Таскает. Take this.
Вот, держи, забирай. Постарайся уговорить маму и уезжайте отсюда. Все, беги. Я попытаюсь. Хорошо, молодец. Чтоб я тебя здесь больше не видел. Короче, он пацану и денег дал. Ну, я получил плюс в карме. 35 долларов это ерунда, как бы. Вообще. Ну и нормально. Надеюсь, до драку меня не привлекут. Бергамер, а кисель я люблю. Я вот, кстати, тоже. Я, блин, обожаю кисель, короче. Я тут недавно еще... Ну как, не очень давно стали в магазинах продавать именно как в упаковках из-под молока, короче, кисель. Я что-то подзалип на эту фишку. Ну, конечно, когда он сваренный и теплый, мне почему-то нравится все-таки побольше. Но и в упаковках тоже ничего. Причем раньше вообще его терпеть не мог. Не так давно вот полюбил, скажем так. Прикольная штука и для желудка тоже полезна. По-моему, даже полезнее, чем кефир. Так, давай. Лошадь аутиста позовем и поедем на сюжетное задание. О, приехал. Ай, блин, я не тут свернул. Вообще лошадь затупила. Так, главное сильно сейчас не разгоняться. Аккуратненько выехать отсюда. Их баррикад. Вот, короче, такая вот первая часть побочного задания. Пацана он, короче говоря, забрал у шахтеров. Дал им пороже. Дал пацану денег. Я тоже недавно кисели полюбил. Когда мне учительница моя по домре пакетик один киселя мне вручила. Дома сделал. Выпил и тут все я хочу еще. Подсел, да, на эту штуку. Да и правильно, что это, кстати, вот вообще полезный для желудка, не очень дорогой напиток, и как бы ничего вредного он с собой не несет. Что там, обычный картофельный крахмал, сахар. Ну и, по-моему, какие-то сгустители или что-то такое. Короче, всяко лучше, допустим, знаешь, там, лимонада какого-нибудь. Того же самого молока, непонятно из чего сделано. Типа, как сейчас, знаешь, порошковые продаются. Помогите, говорит, у меня оспа. Бергамер раньше вообще не любил, особенно в столовке. Ну, может, его делали, кстати, беспонтово. Так, у чувака оспа, но у меня туберкулез. Короче, мы квиты. Руки вверх. Ты что, хочешь ограбить больного? Я пытался помочь, черта с два. Надеюсь, ты дернешь городской. В отличие от тебя, я играю по правилам. Ай-яй-яй. Ну, нормально. Ну чё, суки? Кто-то хочет меня еще ограбить? А, это Мерфи. Короче, наши заклятые враги. Мы их будем грабить. Че, у этого ничего нет? Они типа пустые, да, короче? Нейтрализатор запаха. Слушай, ну... Хоть что-то. У них вообще ни хрена не было. Консервер. Ну, короче, понятно. Меня хотели обмануть, но они получили по щам, но... Пару пулек-то я в себя пропустил, надо что-то сожрать. Бергамер, газировки, чипсы, сухарики лет-100 уже не ел. Не люблю уже. Раньше мне запрещали чипсы, сухарики, газировку было как-то по-другому. Всегда хотелось. Ну, сам понимаешь, да, что это очень
очень вредная пища. Но я так иногда употребляю там. Баргамер, Луша. Я так иногда употребляю там какие-нибудь сухари или иногда чипсы, там какой-нибудь фильмак заточить, погрызть. Знаю, что это, конечно, явно не пользу несет моему желудку. Короче, сбалансированное нужно питание. Баргамер, случайно все удалил. Кстати, да, надо бы сохраниться. А то сейчас что-то... А то сейчас что-то какие-то эти... мини-квесты идут один за другим, короче. Баргамер, да еда вредная это. Я лучше попкорн шоколадный возьму. А я, кстати, никогда не ел шоколадного попкорна. Сладкий ел, соленый, со вкусом сыра, бекона. А вот шоколадного никогда не видел даже. Максимум, что у нас продавалось, типа соленый, сладкий, все. Я бы попробовал. Не знаю, может быть, как-нибудь в магазине специально гляну. Вдруг у нас тоже появилось, но, по-моему, я такого не видел. Баргамер, я пару раз ел и все. Потом мама его не покупала. Ну, попкорн тоже, я тебе скажу, то, что не очень-то полезная еда. Ну, если немного, если все в меру употреблять, как бы, то есть можно все, даже если у тебя там гастрит, язва или еще какая-нибудь хренька, короче. Главное просто не это, одними там бургерами и чипсами не питаться. Блять, ты серьезно? Телегу. Ладно, хоть особо сильно не досталось. Баргамер, да попкорн не очень полезен. Ну, он совсем не полезен. Баргамер, да все в меру надо. Да, все главное в меру. Как говорится, есть такая поговорка, да, типа, доктор, почему я толстею все время? Он говорит, ну, вы ешьте то же самое, что и всегда, только на пол ведра меньше. Настаивай сколько хочешь, но ты с нами не пойдешь. Артур, скажи, что сказать, что она не пойдет вместе с нами освобождать ее мужа. И Бигел, мы не возьмем, обсуждать тут нечего. Он сказал свое слово, нам пора. Никаких но. Все пойдет быстро и проще, если нас будет только двое. К тому же Джону не придется за тебя переживать. Все просто. Ну, я не из тех, кто любит пореветь, но я буду очень вам благодарна. Да, мы знаем. Мы вернем его тебе. Спасибо. Спасибо вам обоим. Короче говоря, едем Джона выручать. Причалим утром, когда заключенных выведут на полевые работы. Там вокруг сплошные топи. Они послужат нам прикрытием. Надо подобраться поближе, найти место с хорошим обзором. Значит, нужно только перебить охранников, посадить его на лодку и уплыть. Вроде все просто. Который раз, Марс? Я помню это задание. Так, приблизительно тоже. Едем Джона спасать. Так, говорит, давай поближе подплывем. Все в порядке? Ага. Пойдем к той вышке. Подожди. Мы возьмем с собой карабинчик помощнее, которого у меня сейчас уже нету. Ну, давай хотя бы так. Болтовой винтовкой постреляем. Ну, типа один выстрел, один труп. Надо так стараться. А что, магазинный карабин такое себе удовольствие.
Я так понимаю, надо пробраться между вышек, да, короче? Чтобы нас не спалил вот этот вертухай. Иди сюда. Кстати, заряд полный? Да, заряд полный. 5 патронов, что-то не густо. Бартгаммер? А кстати, а что там с кооперативным прохождением Left 4 Dead 2? Потихоньку проходим. Просто видишь, не у всех всегда есть одновременно в один день свободное время. Все работают и так далее. Как-нибудь выберем время, полобаем еще. Там, короче, что нам осталось? Где-то миссий, по-моему, 5 или 6 карт осталось, по-моему, как-то так. Потихонечку. Мы это дело не забрасываем. Будем. Потом еще, наверное, будем или чужих лобать, либо Back 4 Blood. Бартгаммер? Ну, хорошего прохождения. Тихонечку все. Кооперативные игры по-любому будут. Сначала вот Left 4 Dead добьем. Потом посмотрим, может быть, на самом деле Black 4 Blood. Бартгаммер? Давайте, держите. Или Back 4 Blood, или Alien Fire Team полобать. Ну, посмотрим. А еще надо это дать. Так, вертухая мы бахнули. И чё? Угу. Надо у него снайперку подрезать. Дай-ка мы вот этот карабин Ланкастер поменяем на винтовку. Найдите Джона. Кажется, я его вижу. Перед амбаром справа от нас группа людей. Ага, вижу 2 охранников. Давай, бери их и пойдем вытаскивать Марстон. Это максимальное приближение, да? Ладно, окей. Можешь отойти? Откуда отойти? Да стой, черт, кажется, это не Джон. Пойдем посмотрим. Ладно, пойдем. Один из тех охранников еще шевелится. Обыщи все поле. Ну зашибись. Короче, мне в тех охранников запулили. Посмотреть, да, подождите. А посмотреть повторно, что было, никак? Прежде чем стрелять. Да иду я, иду. Давай. Сейчас мы всех маму сделаем и Джона спасем. Давай, Артур, не останавливайся. Где он? Ты его увидишь? Нет. Эй, мистер. Вы знаете Джона Марстона? Он не... Сегодня он не работает. Бросай оружие, дамочка. Нет. Это ты бросай оружие. Сейчас же. Джон Марстон у нас в тюрьме сейчас в данный момент находится. Где Джон Марстон? Сегодня не его смена. Что ж, прям каждый охранник знает имя каждого заключенного. Кого как зовут, где он находится, когда он выйдет на смену, когда у него смены нету. Ладно. Что ж, тогда мы сходим за ним все вместе. Дернешься, башку разнесу, ясно тебе? Да, предельно ясно. Ну уж нет. Нам вон туда, к тюрьме надо идти. А баба, короче, потихоньку будет всех идти вырубать. И все как будут, как лохи, короче, ждать, пока она к ним подойдет, треснет им по башке. По-моему, даже уже тогда учили хоть как-то действовать, если человека взяли в заложники.
Ну, я имею в виду вот, ментов, охранников. Они просто как болванчики стоят, она их бегает, вырубает. Ну окей. А пошустрее мы можем идти? Видимо, нет. Нам прям к главным воротам. Мы сейчас охранника обменяем на Джона. А потом мы еще постреляем много-много. Когда будем убегать с этого моста, вон туда время. Что поделать? Надо кореша выручать. То он засиделся на каторге. Так, наверху двое. Нет, трое. Вижу только троих. Внизу там. Раз. Вон, с правой стороны один точно был. Раз, два, три. 4. Но они сейчас как мухи все слетятся. Чё? Сисика называется, что ли? Или Сисека? Джеймсон. Джейсон тут? Он с Сен-Дени. Они схватили Микелена. Схватили и собираемся его убить. Если вы не придете сюда Джона Марстона, прямо сейчас. У вас 1 минута. Начинаю считать. 1, 2, 3. Эй, Милликен, считаешь для меня, а то мне договориться надо. Да, сэр, конечно. Начинаешь с раз, очень смешно, уже, наверное, 11. 11, 12, 13, быстрее, 14, 15, 16, 17. А ну побыстрее. Иначе я вышибу этому бедолаге мозги. И все из-за чего? Из-за ерунды. Милликен, считай дальше, я тебя не слышу. Ведите сюда этого ублюдка, засранца. Давайте же. Не надо плакать, дружище. Я не хочу умирать. Он же в Сен-Дени. Так, давайте без фокусов, иначе мистер Милликен перестанет плакать раз и навсегда. Ладно, сегодня тебе повезло. Так он бы так же потихоньку и отходил, разве нет? Кто мешает? Так, давай. Вот так вот мы делаем. Пам. Хорошая винтовка. Жалко зарядов мало. И бы магазин увеличить было бы вообще ништяк. Прям вообще с копыт. Прикольно, Джон, пошли. О, а эти тут откуда? С ворот, что ли, выбежали? Что там, вроде чисто. Так, ну ладно. Побежали и мы к ним. Они будут бесконечны стопудово. Еще враги, пригнись. Давно не виделись, Джон. И не говори. Что вы так долго? Потом объясню. Блядь, тут целая армия выбежала. Я за всего за каким-то ящиком стою. Бам, в бочину его. Ну что, ребята, вперед. Да вперед, вроде особо-то никто не бежит. Ага. Конница подошла. Да хрен я подвижущим целям так нормально попаду.
Ну давай так попробуем. Не, надо, чтобы они притормозили хотя бы немножко. Ну, дай, блядь. -1. Давай-ка мы полечимся. Хорошо, хоть спрятался вовремя. Все. Я что-то сожрал-то. Все заработал. Надо валить, каков план? У нас тут лодка сюда, за мной. Да, ну и не торопитесь. Решайте там свои дела. Мне тут все спокойно. Ничего-то, что меня тут 20 человек обстреливают. Ну, там орёт, что Артур, давай, говорит, вперед. Я чувствую, я сейчас встану, и мне труба. Ладно, давай попробуем, побежали. Да давай быстрее, ну. Ты что тупишь-то? Блять, он сделал, приклеился просто к этой, к этому укрытию, и все. Откуда начинаем? О, понятно. Кстати, что ему мешало взять просто и это как его? Понятно. Держим оборону, значит, что ему мешало просто взять и потихоньку с этим чуваком в заложниках и отойти назад спокойно. Надо будет за укрытием сейчас, за вторым. Барганов, вся перестрелка за ночь. Да. Я говорю, я сейчас встану, он мне сразу же в башку прилетит. Слишком много народу в меня одновременно стреляет. Он еще не помер. Барганов, я тоже об этом подумал. А жизни у меня практически там не оставалось. Блять, он вылезает на секунду. Падла, и он еще не умер даже. Так, откуда-то отсюда он, да, стрелял. Попал. Еще какой-то один. Да, они бесконечные же, да, точно. Давай, пока бежим, здесь зарядимся. Еще враги, пригнись. Понятно. Чего так долго? Ну ладно. Я это уже читать не буду, отвлекаться. А вот здесь, я думаю, пожалуй, давай только за этими ящиками заныкаемся. Еще есть? Ну-ка, много. Нормально, прокатило. С этого ракурса нет. О, в яйца кому-то долбанут. Ладно, этого хватит. Давай-ка перезарядимся. Короче, я сразу же туда бегу. Пока здоровье у меня вполне нормально. Полностью все равно не избежать. Вот это было неплохо. Меня под копытами заживало. Короче, тут еще даже главное не торопить. Да прям. Блять. Он очень иногда мудацки прячется за укрытие. Ты встаешь под один угол. То есть вот у тебя один угол. Ты встаешь в один угол. И он начнет крутиться, вертеться. Но под второй угол он еще не сразу попадет. Так, оружие меняем. Я помню, что и в прошлый раз я очень тоже несколько раз эту перестрелку переигрывал. Потому что тут я смотрю, что-то очень много народу. Ладно, хотя бы винтовка хорошая. И на том спасибо.
по идее, в упор практически стреляешь в них. Они должны подыхать, я не знаю, там, с первого патрона. Я ему там в ногу прострелил, он и то помер. Суки, шапочку у меня сбили. Мы тут вдвоем поместимся с этой бабой? Да, поместимся. Спасибо. Угу. Ну давай так. Блять, ты что-то самый умный, что ли? Давай, быстрее заряжайся. Вот там вот еще один стоит, шарашит. Ну-ка на. Узика ему. Вот так вот. Опа, еще одного снимем. Черт тебя дери, говорит, надо уходить. Да. Я-то уйду. О. Нихуя тут народу. Они бесконечно, короче, будут бежать. Мы так будем долго стреляться, короче. А чё он мне не попадает? Ну, в чем дело? Бля, их очень дохуя. Ай-яй-яй. Короче, ну, что сейчас лошадь меня не затоптала. Это первое условие. Второе, надо сейчас будет что-то сожрать. Бля, мне последний выстрел остался. Все, жрем. Жрем что-нибудь такое. Вот прям вот так вот. Крупная дичь, да. Ваши тоненькие, хероненькие, это все чушь. Почему он бросил ружье свое? Опять у меня ни хрена нету. Ну окей. Все, раз они орут, давай. Ну отцепляйся ты от этого укрытия. Блядь, как это криво сделано, а? Вот что ты стоишь, тупишь? Почему он не двигается? Что за херня? Блядь. Да вы серьезно, нахуй? Он просто сейчас стоял и не двигался. Он просто стоял на месте. Это какая-то ёбнутая хуйня. Сколько раз я эту ебучую перестрелку должен проходить? Ребятам тут уже 500 выдаю во все. Что не выстрел, то въебло. Бан, наверное, какой-то. Не знаю, может быть. Но очень сейчас странно себя вел. Его как будто, блин, это придавило магнитом, короче, к этому месту. И он вообще никак не двигался, и ничего с ним нельзя было сделать. Он просто тупил. Вот, сердце пробило. Бахгань, я сейчас сразу себе положу его. Хорошо, давай. 5 оба. Так, все, валим. Валим.
Вот так вот мы сделаем. Еще там есть? Я думаю, я попал. По-моему, все почти. Да, я всех этих лошадников расстрелял. Сзади найдите укрытие. Так я же уже много кого убил. Надо еще. Ну давай так. Баргадер, я теперь с ноутбука буду сидеть на стриме. Бля, я в лошадь попал. Посмотри сам, как тебе удобнее. Хочешь с ноутбука? Разницы-то никакой. Я в лошадь попал, мне минус карма прилетела. Хотя бы это задание закончилось. Слава богу. Задолбали они меня просто так убивать. Рад тебя видеть, Артур. Сюда идут какие-то парни. Вид у них недружелюбный, пора носить ноги. Давай, ребят, скорей. Я буду грести, а ты стреляй. Серьезно? Давай я. Ты лучше меня стреляешь. Ладно, хорошо, ты просто расслабляйся и отдыхай, Джон. За тебя потрудятся те, кто еще не растерял все навыки. Спасибо. Кстати, да, а что мешает было? Почему Джону пушку не выдали? Почему от всех только я отстреливаю? Блин, ну того я, наверное, уже не зацеплю. Надо же, я попал. Я попал в того самого вертухая. Случайно? Но попал. Все, мы уже приплыли. Быстро. Ты знаешь, ты мне больше нравился, когда ты был скручен по рукам и ногам, как куриная тушка. Не сомневаюсь. Давай побыстрее. Или вы будете тянуть время, они нас за счетом нагонят. Да уж, стоило нам разнос. Слушай, Артур. Спасибо. Не за что. Двинуть. Надо убираться сюда побыстрее, пока не нагрянули законники. Вот именно. Садитесь на лошадь. Так, черт, так что, черт возьми, произошло в Сен-Дени? Эбигейл, все в порядке. Она в порядке, и Джек тоже. Она сумела сбежать, когда они убили Хози. Хози до сих пор как-то не верится. Сколько лет, Артур? Он был как член семьи. Ленни тоже погиб. Черт, ну и дела. Давай-ка, наверное, что-нибудь стрепим для этого, для повышения, ну, этого зрения, стрельбы, короче. Смотрим. Что у нас есть? Только для стрельбы что-то есть? Можно вот это создать. Бренди. Отведаем немножко бренди. Даже двойную порцию. Вот так. Все, норм. Я снова, так сказать, поднял себе статы. Они где-то на дне океана. Что? Как это произошло? Мы спрятались на корабле, по-другому было не уйти от хвоста. Корабль угодил в шторм. Нас выбросило на остров где-то рядом с Кубой. Кубой? Погоди, я запутался. Давай все сначала. Это долгая история, но в общем нам пришлось не сладко, Джон. Ты мне это говоришь? Теперь мы затаились в горах на севере, у хребта Раанаку. Там есть пещеры. Пинкертоны опять нас нашли, так что пришлось уходить. Да, видимо, Молли нас выдала, сучка. Так что она тоже отправилась на тот свет. Господи, может лучше меня повесили? Имей в виду.
Дач не хотел, чтобы мы шли тебя вызволять. Сказал, момент неподходящий. Так что, возможно, тебя ждет не самый теплый прием. Он ведь всегда говорил, что мы их своих не бросаем. Мне не выходит это из головы. В банке, когда меня схватили, он ведь видел. Он бы мог, наверное, что-то сделать, но не сделал. Дач теперь сам на себя не похож. А может, он просто не тот, кем мы его считали. Да, блин, просто у Джона Марстона есть семья, у него есть ребенок, он не хочет тянуть эту волокиту, нахрен ему мужик с прицепом. Ну, в смысле, бандит с прицепом, который не совсем хорошо, скажем так, получается у него заниматься бандитизмом. То волки его загрызут, то законники поймают, нахрен он ему нужен. Поэтому он не торопился. Все, я тут с кашей. Приятного аппетита. Поэтому дальше не совсем как бы торопился спасать Джона Марстона, и ничего удивительного нету. Кушай, смотрел стрим. Вот, еще раз, приятного аппетита. Видимо, больше нам не придется задаваться вопросом, кто его любимчик. Видимо, нет. Дальше Джон Марстон не нужен, короче. Баргамер, спасибо. Ну, по-моему, это наше последнее место дислокации. Спасибо. Пожалуйста. Вы вернули его мне? Мы же обещали. Джон, откуда ты взялся? Я тоже рад тебя видеть. Я имею в виду, что никого за тобой не посылал. Я его вытащил. Но я же сказал, да, я знаю, что ты сказал. Я иначе не мог. Вот как? Примерно с этого момента, ну, тут уже практически завершается сюжет. С этого момента начинается лагерь делиться на две части. То есть за и против. Кто за кого, короче. В основном напополам. То есть Артур с Джоном и его семьей с одной стороны, Дач, Мика, там еще пару человек против. Ну, которые просто прям до одури преданы Дачу. Из-за кого этого побега нас всех тут строят облаву? А что тогда, Артур? Ну, тогда у нас будет одной перестрелкой больше. Преданность, Артур. Это не... У меня был план, черт подери. Джон. Баргамер, Ты мне у как нас брат. посреди двора перед домом елку поставили. Вот только что заметил. Прикольно, у нас две елки на город всего. Я себе дома уже поставил елку. Мы тут с дочкой стояли, наряжали полдня. Ну, не полдня. Часа за полтора, наверное, справились. Новый год уже, сколько осталось? 15 дней. Даже меньше. 12 дней осталось. До Нового года. Что-то. 2 недельки-то. Ерунда. Короче, дача-то наш уже все, того поплыл. Поэтому не каждый ему уже доверяет. Дач твердит про какой-то план, скорее всего, которого не очень-то, наверное, не существует. У него есть план, он его придерживается, но никому говорить про этот план не хочет. Ладно, давай дальше. Я бы пришел за тобой. Они все говорили, как повесят меня, Дач. Все говорили. Все говорили. А теперь, может, они нас всех повесят? Артур все чаще кашляет, ему все хуже. Че, это типа конец главы? Значит, если сейчас конец главы, то главы стали все короче. Первые, наверное, 4 главы самые длинные. Не, это не новая глава. Просто типа спустя какое-то время. Артур? О, прости.
Совсем задумался. Я думал о... Не знаю. Дач просил передать, что они с Микой отправились в Ваннесберг. Как-то это связано с Корнеллом. Корнеллом? Ну ладно. Спасибо, Мэри Бет. В розыске с живым или мертвым? В чем дело? И Сен-Дени тоже меня ищет. Что за хрень? Я когда успел накосячить так? По-моему, это эти пидоры что-нибудь натворили. Но на почте обычно, если ты накосячил, восклицательный знак горит. А тут ничего такого. Так, ладно, отодвинем. Что у нас? Угу. Ну, это единственное задание. Мика Белл. Что-то такое, я сейчас помню, на заводе у нас сейчас перестрелка будет жестко. Куча народу, законников придется положить. Ну вот сейчас прям, в принципе, каждая миссия, тебе надо очень много людей отстреливать просто. Там, ты против 20-очки. Так что надо не забывать за этими. За патронами следить. Ладно, поехали. Ну серьезно, у меня просто булкаты херака красная. Вот это как вообще? Пришло письмо. Ну давай я пока вот возле лагеря, давай я его почитаю, это письмо сраное. Сразу не могли мне об этом сказать. Я не знаю, что это за письма мне там кто шлет. Но возможно что-то важное. О, тут валяется. Варгаммер. А вот есть еще игра наподобие РДР, называется Call of Juarez, если не ошибаюсь. Тоже про ковбоев. Так. Call of Juarez я, кстати, не играл. Я только видел немножко совсем геймплея Call of Juarez. Но оно вроде прикольное тоже. Как-нибудь поиграем, может. As if their history of absolute moral depravity, utter debauchery, and perpetual drunkenness did not disgrace them enough. I must escape, yet I am kept prisoner here. Can you help? Most days I am to be found at the cabins on the plantation. The main house and all it stood for are thankfully no more. Yours faithfully, Penelope Braithwaite. Короче, пока она тут трещала, я это дело так прочитал. Короче, Пенелопа Брейтвейт. Я думал, что за баба? Да, отвалите вы все от меня. Да, все, уходи, женщина. Женщина, уходи от меня. Нет. Пенелопа, та самая Джульетта из двух кланов, которые ссорились между собой. Она написала то, что ее там держат под замком, и ее надо типа спасти, что-то такое с ней произошло. Куда-то ее там кто-то из дома не выпускает. Надо ей помочь выбраться. Поэтому мы, короче говоря, вот это вот задание пока отменим. Сюжетное. Давай побочку сделаем. О, правда, скакать до побочки-то не ближний свет. Плюс еще там надо что-то будет делать. Ну, ладно, я хотя бы в этом районе, я не в розыске нахожусь. Ну, Том, спасибо. А лошадь, по идее, нас быстро домчит. Но, прежде чем, я лучше сохранить. Мало ли что. Что-то процентное соотношение как бы не очень сильно и быстро растет. Вроде миссии сюжетные проходишь, а на то одна миссия тебе плюс 3% добавляет. Потом другая сюжетная вообще 0,1%. Почему так, я равная?
По идее, даже побочные миссии должны влиять на повышение процентов. Сейчас я попробую где-нибудь немножко подсрезать путь. Чуть-чуть побыстрее. Нет, тут не вариант. Тут чуть-чуть побыстрее добраться до места. Больно долговато скакать туда. Вот Ведьмака было без проблем скакать по лесам вообще. Я опять кого-то, кролика какого-то убил. Ну да ладно, не беда. Вот, уже немножко побольше подсрезал. Давай вот тут попробуем. Мне тут даже ачивку дали за убитых королей. Просто так, ну, которых я копытами давлю тут. По животным можно не стрелять. Мясо можно так прям под копыт собирать. Лошадь их давит неплохо. Бергамер, а Ведьмак — отличная игрушка. Да, она мне тоже понравилась. Правда, уж очень много времени у меня заняло зачистка всей карты. Прям уж очень долго. Ну, чисто без дополнений я прошел его где-то часов за 120, может быть, сотка. Но я прям все вот вопросики каждый зачищал. Всю карту, все задания, все побочки. Ну так вот нехер делать, по чуть-чуть играл. Где-то за месяц, может быть, за полтора прошел. Эта лошадь нервничает. Мне как-то не очень быстро едет от этого. Так, вот болото начинается. Надо чуть-чуть повнимательнее. Бергамер, красава. Хотелось бы еще как-нибудь, блин, надо взяться и побочки пройти. Что произошло? Так, ну, это не грабители, походу. Вы не поверите, меня опять укусили. Придется отсосать мужику. Укус глубокий, высосите из раны яд, пожалуйста. Давай. Я человек простой, вижу человека на дороге валяющегося. Отсасываю я. Чтоб я еще хоть раз. Не зарекайся, Артур. Я перед вами в большом долгу. Не могу поверить, что вы дважды спасли мне жизнь. Я тоже. Но я пойду в город. После такого точно надо выпить. Угу. Но это говорит о том, что... Все, что следующего раза не было. Это говорит о том, что его в городе можно в каком-то баре найти, и он, возможно, какой-то даст сайд-квест. Возможно. Не зря же он дважды попадается тебе на дороге. Бля, за тумана ни хрена не видно. Все мыльное. Будем идти по приборам. Аж глаза устают. Так, здесь можно подсрезать вроде. О,
тихо, тихо, тихо. Сейчас бы пропустил мост. Как это бывало на один раз, я уже башкой лошади врезался прямо вот в эту вот перилину. Так можно было бы еще и в воду вообще улететь. Минус лошадь — это вообще труба. Следующую лошадь мне до конца игры уже не натискать. Они качаются очень долго тут. Ну, я прям надеюсь, что с этой лошадью дойдем до конца прям. Чтобы она была в финальных титрах. Ну, в финальных сценах. Тут это тоже влияет. Как к лошади относился в течение всей игры там и так далее. Там опять чувак ходит, Гевина ищет. Тоже какой-то странный квест. Мужик по всей карте ходит пешком и выкрикивает одно и то же имя. И все. Где этого Гевина искать, я не знаю. По-моему, мужик тоже не знает. Прикол разработчиков. Все, я добрался до, короче, ранчо этой бабы. Мы сейчас как-то ее будем оттуда выковыривать. Возможно, даже по стелсу. Но сначала надо лошадку покормить. Ну, что-то как-то не очень по статам оно подросло. Давай еще что-нибудь сожрет. Надо за продуктами как-нибудь наведаться тоже в магаз. Бабки есть, и все это, руки не доходят. Так, давай прям напрямки, короче. Прям по полю, по бездорожью. Охранники ходят, вообще похер. Она в беседке там, да, как обычно сидит. Нет, слушай, в этот раз в домике. Она заперта. Значит, наверное, надо будет у кого-то ключ его утащить. Пенелопа, Брейк, она не заперта. Здрасте. О, вы пришли. Вы пришли, наконец-то вы пришли. Я пришел. Спасибо, спасибо. Вы чудесный, чудесный человек. Ладно, мисс, успокойтесь. Ну уже идемте, нельзя терять ни минуты. Они убили ее. Они убили мисс Калхум. Она ведь просто хотела сделать жизнь женщин лучше, а эти свиньи убили ее. Кто ее убил? Не знаю. Наверное, мои кузены или кузены Бо. Вы же их видели? Они скоты. Даже не скоты, а чудовища. Это имеется в виду то, что она же тусовалась с женщинами, которые боролись за права, равноправие женщин. Ну и типа главную фемку среди них бахнули. Ну окей. Таких чудовищ мог бы создать Бог, если совсем не лишился воображения. Вы не могли бы отвезти меня на станцию? Там будет ждать Бо. Бо? А почему бы он сам не может вас спасти? Но если бы они увидели нас вместе, то они бы линчевали, а меня бы отправили в монастырь. А может, линчевали бы нас обоих, я даже не знаю. Они обожают вешать людей. Куда вы направляетесь? В Бостон? Это хорошо, вам там будут рады. Давайте уходим. Да, ну тут видишь, как бы это уже 5-я часть того самого квеста, который был, наверное, часов 10 назад. Ну тут просто два клана, короче, воюют между собой. В одном клане баба живет, а в другом клане мужик живет. И типа я их должен был, короче говоря, свести, чтобы они вместе удрали. Ну типичная история Ромео и Джульетты просто. Только под соусов ковбойского вестерна. Вот, теперь надо этой бабе помочь удрать. Я в вашей власти. Просто отвезите меня на станцию в Роудс. Не вопрос. Ладно, пойдем посадим вас на поезд. Босс, что просто так ждет вас на станции? Надеюсь, что вы туда придете, или что туда приду я и помогу прийти вам?
He goes to there every day Он he старается can. приходить туда каждый день, придумывает разные поводы. I said he would see me there Я one сказал, day что он too, скоро and меня там today he встретит, и will. сегодня это произойдет, если Богу будет угодно. Так, но если он там, значит он действительно вас любит. Вот здесь красивое место. Деревья большие. После митинга я почти его не видела. За мной так тщательно следят, он ждет, или, по крайней мере, так он пишет, наши семьи никогда нас не отпустят. И кроме того, это еще история с тетей Кэтрин, моими кузенами. Дом вы видели. А потом Ли Грея и этих парней убили, столько крови пролилось. Казалось бы, это должно стать началом новой эры, но все, кто выжил, они стали еще злее. Возможно, от гнева не так-то просто избавиться. Этой ужасной распри должно получиться хоть что-то хорошее. Именно на это я и надеюсь. Мы с Бо должны быть лучше их. Наши семьи прожили здесь многие годы. Иногда мне кажется, что нельзя просто так оставить позади всю эту смерть, боль и разрушение. Вот он. Задолбала она трещать. Может, вы поедете с нами на поезде хотя бы до первой остановки? Ладно. Может, отвяжется тут. Блин, а правда вот у меня лошадь тут останется. Это меня напрягает больше. Не хотелось бы пешком бежать. Ты пришла. Ты пришла. Наконец-то ты пришла. Бо, милый. Лучший мужчина. Я не могу назвать себя настоящим мужчиной, но я люблю тебя, Пенелоп. Варгаммер, а в каком году происходит действие игры? 1899. Бо, а то присоединиться к нам. Я думаю, нам будет нужна помощь. Купите билеты на станцию. Мистер Морган, вы не могли бы купить билеты, пожалуйста? Нельзя, чтобы вы нас заметили. И билеты им купи. И проводи их. Мужик, ты, может, отойдешь отсюда? Макс Лонг, позови за собой. Ну да, давай попробуем. Чё, поезд залезу. Сэр, 3 билета до Сен-Дени, пожалуйста. Конечно. А, здравствуйте, сэр. Здравствуйте, Уолден. Надеюсь, у вас все в порядке. Это стукач, кстати. На самом деле не очень, но я рад вас видеть. Нет, оставь нас. Ну, короче, замес какой-то. Сейчас надо будет опять кого-нибудь рожу бить. Мисс, берите сумки, садитесь в вагон. Я разберусь. Идите сюда, Янки. С удовольствием, кретин. Постоянно надо что-то в последнее время с кем-то драться. Ай. Замутузили старого больного человека. 2 на 1 еще к тому же. Это как минимум нечестно. Так, 1 отлетел. Правда, жизни у него не очень много осталось. Надеюсь, он сдохнет побыстрее. Садитесь на поезд. Подожди, ну как же шапочку-то? Шапочку надо забрать. Люблю я ее. Лошадь. Я не знаю, у меня лошадь аутист. Она может сейчас затупить. Очень быстро. Если она появится, то будет отлично. Лошадь. Вон она там застряла уже. Все. Короче, труба лошадь. Ее там в текстурах заживала. Ну чё, Ромео. Так, готово. Ну и семейка у тебя. Да, же обаяние у них хоть отбавляй. Но с другой стороны, ведь мой дядя держал... Что же от них ждать? Хороших манер. Я не говорю, что раньше жизнь была лучше. Он что, мог безнаказанно насиловать и убивать, а работать ему было не нужно? Наши семьи. В округе есть хорошие люди, но наши семьи, большинство из них прогнали, а остальные запугали. И белых, и черных, и все из дурацкой распри. Ну да. Это восхитительно. Боже ты мой. Что? Кажется, это мой второй кузен. Что за дело с этими проклятыми кузенами? Вот доебались.
Думаю, они узнали про драгоценности. Не привлекайте к себе внимания. Я разберусь с ним. Я еще выйти не успел, они мне уже тут в шею стреляют. Ладно. Давай и мы постреляем. Ай, главное не лошадь. А, блядь, мне палочка мешает. -1. Ладно, второго сейчас мы так заебем. Без дед ая. Ай, блин. Главное не в лошадь. А там моя, да, скакала? Да, это моя лошадь скачет. Она выпуталась из оков. Блин, может что-нибудь сожрать на этот, как его? На зрение еще раз попробовать. Что у нас на зрение? По-моему, вот это хорошо. Ну-ка вкепаем. Оп, бам. Да, ёпты. А чё так мало? Он сам один сдох, самостоятельно вроде. Зашибись. Вот это поворот. Да, контрольная точка. Короче, надо просто поточнее, блин, стрелять. И все будет в норме Г. Ну-ка, прямо отсюда. Получится? Оп. Оп. Где второй? А он прям перед этим, да? Давай сюда встанем. Почему не попадаю? Я попался. Бергамер, Макслон, привет. Так, у меня снова закончился этот, блин, гиперзрение. Ну вот как? Только стрелять на шару. А стрелять на шару, это, блин, я могу мочить лошадей. А мочить лошадей — это минус карма. Как всегда. О. Вот туда удачно чувак стал. Он как-то по прямой более-менее скачет. Как башка мелькает. Я в него попал, но он не умер. Так, это моя лошадь. Сейчас они нас догонят, стопудово. Грязные твари, будьте не прокляты. Заставьте поезд тронуться. Но мне туда надо вперед, к машинисту. А что с машинистом? Он что там подох? Управлять поездом. Ну давай, звякнем в колокол. Дынь-дынь. И не работает. Давай посвистим. О! Иху! И все отстали, короче, от меня. Круто, ё. Я умный машинист. Интересно, поезд взорвет, если долго гудит? Так,
А колокольчик еле слышно. Баргамер, а вот и поездом управления. Ну тут просто на левый shift жмешь, короче, у тебя поезд едет. Ну вот, вот и все управление. Я давненько лошади свои не видел. Где она? Лошадь куда-то, а вон она скачет. В конце состава. Ну ладно, хоть скачет. Надеюсь, мы хоть правильно едем, и я в том направлении свернул. Если у меня вообще был выбор. Погудим. Пошумим, блядь. Так, и, наверное, возле станции надо будет затормозить. Чтобы вообще по фэншую было, да? Не на этой станции надо вылезать. Не, походу в Сен-Дени надо их пердолить. Голубчиков наших. Да, это даже не станция. Ну как, станция, но фигня. Вон там, где огни светятся, мне до туда надо доехать. Хуйня война, да, едем. Правда, это очень медленно. Странно, почему, кроме того, как зажимать shift, как бы, больше ничего делать не надо, и они этому посвятили большой участок игры. Ну, не знаю, 10-15 минут ты просто давишь на shift. Зачем? Типа, чтобы ты убедился, то, что машинистам поезда быть очень скучно. Все, тормози хоть. Поехали. Почему вы остановились? Дальше вам лучше ехать без меня. Мистер Артур, я не знал, что вы умеете. Я тоже. Если честно, было довольно весело. Никого я из нас не убил. Убил некоторых ваших родственников, но они даже сами собирались всех нас убить. Вы джентльмен, сэр. О нет. О да. Вот. У меня не так много денег, но эти сапфиры стоят очень дорого. Фамильная драгоценность. Сокровище Братвейтов. Не будем принимать. Карма важнее. Знаете, отправим вас в Бонд. Подожди, он что, принял? Он, походу, блин, у них есть деньги, они расплатятся по прибытии. Это вас устроит? Да, отлично. Садитесь. Вы что-нибудь для защиты в такую поездку берете? Конечно, иначе каким же я бы был курочером. Эта штука всегда со мной. Эй, она побудет у мисс Брэдвейт вплоть до вашего прибытия. В связи с тем, что она везет ценность, я даже не знаю, как вас отблагодарить. Вы хороший человек, сэр. Давайте уезжайте отсюда. Все вы. По-моему, я не брал ценность. Карма плюс. Ну, короче, потихоньку вот эти всякие старые побочки, которые я уже 1000 лет не делал, мне, походу, начинает вылезать. Ну, чтобы, короче говоря, ближе к концу игры у тебя было хорошее кармическое положение. Так, давай что-нибудь сожрем. Нет, я все-таки взял Пенелопу браслет. Я не хотел его брать. Баргамер, ты забрал браслет. Да, я не хотел его брать, я неправильно прочитал, значит. Там, значит, R было это принять, а F отказаться. До этого... Баргамер, я видел в карман сунул Артутер. Я так тоже, тоже заметил краем глаза. Хреново. Не думал то, что мы возьмем. По крайней мере, я не хотел его брать. Ладно. Так, давай мы, наверное, мясо сожрем. Еще.
А? Как сразу статус все поднимает. Не зря жарил. Короче говоря, ты просто вот до этого принять было там деньги и отказаться. Это было на R. А на F согласиться, там, взять бабло, когда вот мне сейчас пихали в последних побочках. А тут сейчас наоборот, короче, они сделали. Видимо, на невнимательность. Но все равно карма плюсом мне пошла. Так, это кто такой? Обладия Хилтон. Ну, давай. Без понятия, кто это такой. Это у нас HL. Андрей Лемье. Новая какая-то побочка еще открылась. Но они сейчас прям это... Смотрю, то, что они сейчас будут побочками закидывать. Назад, назад. Какое-то другое оружие у меня плохое. Вот это вот. Да, почистим. Они будут сейчас закидывать побочками, чтобы, короче, у тебя, если ты за всю игру плохо поднял карму, чтобы у тебя и была возможность ее улучшить хотя бы в конце, скажем так. Но она у меня максимально уже. Так, выше, по-моему, уже нельзя. Так что это говорит о том, что будет типа положительный финал. Вот и все. Я столько накосячить, наверное, не успею, чтобы у меня карма свалилась до самого низа. Надеюсь, что я не успею накосячить. Вообще не должен. Тут, по-моему, косяком считается, если ты вот игнорируешь какие-то события, не помогаешь людям, либо наоборот просто начинаешь всех налево и направо убивать. Тогда вот хана. Баргамер, там 4 концовки вроде. Ну где-то так, их не очень много, но типа все зависит. Давай, стрельнем. Или надо поговорить с ним. Ну ладно, давай так стрельнем. Не, подожди, поздороваться можно. Что с тобой стряслось? Да видно же, что он убегает. Все, до свидания. Там мы так будем 10 лет добираться до каждого задания. Там, как, по-моему, концовки-то есть с лошадью, есть без лошади. Взял ты деньги или не взял ты деньги. Если карма херовая, то ты там как-то в одном положении подыхаешь. Если карма положительная, то в другом положении подыхаешь. Ну вот, как-то вот из-за этого зависит все катсцены на протяжении там, сколько там, 10 минут они идут. Вот эти вот катсцены зависят как раз от вот этих факторов. И типа, как ты себя вел в течение игры, то у тебя выстраивается ряд катсцен, которые будут в финале. Что-то у меня... этот не растет. Может, его надо полностью поднять?
Да, еще что-нибудь сожрем. Ты сожрем что-нибудь. Рома, бах. Вау. А, он же растет, потом я должен стрелять много и не пользоваться этим зрением. Тогда только, короче, у меня, да, этот статус будет расти, потом, типа, можно будет им воспользоваться. Я не знаю, я когда первый раз проходил игру, практически не пользовался этим зрением. Сейчас тоже так изредка вообще. Когда уж очень быстрые цели появляются, когда там надо что-то на бегу пострелять, но и тут тоже не всегда. Немножко читерская способность так-то. По-моему, она даже была и в первой части такая. То есть это с первой части пошло вроде. Что ты можешь время замедлять, стрелять медленнее, быстрее точнее. Красота-то пока, лепота, я так понимаю, утро, да? Или вечер, наоборот. Что по времени? 7 часов вечер. Везет им. У них темнеть начинает часов в 7. Ну, даже в 8, в 9. У нас сейчас в 2 часа дня уже темно. Светает, по-моему, у нас сейчас в 11 утра. Темнеет в 14 часов. То есть, короче, светло всего 3 часа. Баргамер, а первую часть ты проходил? Если нет, то будешь проходить? Первую часть я не проходил, но буду проходить. Ну, со временем просто. Между играми делаю промежуток, чтобы, знаешь, там не сразу 2 части проходить. Чтобы было небольшое разнообразие. У нас вот резидентов давно на канале у меня не было никаких. Целых 2 месяца. Так что следующий можно резик какой-нибудь запустить. Elden Ring я буду проходить. Купил его тут по предзаказу недавно. Сейчас Dark Souls добиваю первый. Я подумаю, что... Но первую часть придется запускать только на эмуляторе, она выходила. Баргамер, а вот, а чё так у вас? У нас же тут какой? Север. Север, это называется полярная ночь. Когда полярная ночь, есть один день в году, когда солнце вообще из-за горизонта не выходит. То есть весь день темно. Один день в году. Есть полярный день, когда солнце вообще не садится за горизонт. Так, что-то мне сдается, я сюда прискакал. Да, и побочки уже нету. Зашибись. Мне что тут, ночевать оставаться? Круто. Баргамер, офигеть. Особенности природы. Такие фишки, как северное сияние, полярный день, полярная ночь. Вот летом у нас, допустим, почти всю ночь, ну, всю ночь у нас светло. Где-то в августе начинает темнеть потихонечку. Там, сначала где-нибудь часов, ну, часа в 2 ночи, потом постепенно, короче, набирает. Потом там, допустим, в 11, ну, каждый день примерно рассвет и закат на 20 минут, короче, увеличивается и сокращается.
Ладно, давай тогда мы на эту побочку слетаем. А еще перед морозом у нас бывает северное сияние. Тоже красивая штука. Варгаммер? Ну, про северное сияние я знаю. Про полярную ночь тоже. Про день полярный. Но вот то, что в 11:00 рассвет, а в 14:00 темнота, не знаю. Говорят, северные... Блять. Я ёбнулся, у меня еще тут волки за мной несутся. Давай, валим. Говорят, северное сияние сфоткать нельзя. Ну, я не пробовал, кстати, этот момент. Может, сейчас уже нынешними фотоаппаратами уже можно. Блять. Вот что бывает, короче, когда ты скачешь не по проложенному маршруту, не по дороге. Ты бьешься об каждое дерево, об каждый пенек, кустик, столбик. Все. Давай мы сейчас что-нибудь сожрем. А то лошади что-то моей досталось. Вот так. Так это видишь, я тебе говорю, то, что сейчас у нас светает в 11, а закат темнеть начинает в 2. По-моему, в январе. Ну, к примеру, короче, вот сейчас в 11 темнеет в 2. Там, допустим, через неделю будет светать в 11:30, а темнеть где-нибудь в час. Как-то вот так. По-моему, в январе вот такой вот один день будет, когда вообще будет весь день темно. Это называется полярная ночь. А летом наоборот. Мистер Морган. О, отца, ты еще здесь? Ну да, мама. Мама не может уйти или не хочет. Не знаю, я сказал, что у меня есть деньги. Она сказала, что это деньги грязные. Лучше умереть, чем их взять. Возможно, она права, я не знаю. Я не знаю, какие деньги грязные, какие нет. Она по-прежнему, ну, понимаете, работает. Ясно, необычно. Мне жаль, для сынок. меня. Да, причем часто приходится людям объяснять, и для них это просто, ну, непонятно. Я вот всю жизнь прожив на севере, для меня это как, ну, как уже нормальное явление, короче. Единственное, то, что когда полярная ночь, спать постоянно охота. Ну ничего, привыкаешь к этому. Бывают даже уроки сокращенные у этих у детей маленьких. Ну, вместо 45 минут они учатся по полчаса, допустим. Да, максимальная пиковая часть полярной ночи. Ну и морозы, соответственно, тоже, когда большие дети тоже не учатся. Часто приходится людям объяснять, что такое полярная ночь, полярный день, потому что это только вот на севере бывает. Больше как бы в средней полосе такого не увидишь. Ну, допустим, в средней полосе звезд гораздо больше, у нас их гораздо меньше, и они маленькие совсем. Это так. Я уже несколько часов нет. Пошла с каким-то человеком по рельсам, он мне не понравился. Куда, говоришь, она пошла? Туда. Мимо леса, к Уиллард Трест. Смотрю, что могу сделать. Короче, мамаша у нее продолжила шалавить. Ее надо... Нихера там лошадь прет. Что с ней происходит? Варгаммер? Надо съездить на север будет как-нибудь. Ее в телегу заживала. Да как вообще? Лошадь в телегу заживала, текстуры. Варгаммер? Интересно стало. Ни хрена ее прет вообще. Это как? Вот, я сел прям на нее через текстуры и меня обратно выкинуло через них. Это баги.
Ну, если есть где на севере остановиться, то съезди, посмотри. Баргамер? Капец слушать. Ха-ха-ха-ха. Ну, баганула маленько. Я же говорю, она умственно отстала. Лошадь аутист. Да и в целом что-то немножко подвисает игрушка. Баргамер? Вот это да. Баги такие первый раз вижу. Я вот тоже. Не знаю, может быть это от порта как бы зависит ПК-шного. Либо версии. Это что же какое-то, ну явно не первое издание, типа. Пропатченная версия. Пропатченная, видимо, корявенькая. Так. Ну вот так вот, наверное. Нет, давай. Нет, все-таки со стволами пойдем. Смотрим, что идет. По тропинке они ушли. По-моему, ее там где-то насилуют. Баргамер? Скоро под землей ездить будем. Думаешь? Чего? Так, тут еще кролик следов мне понаделал. Я неплохой человек. Конечно, нет. Знаешь, красавица, я сидел в тюрьме, но я ни в чем не виноват. Не сомневайся. Ну хватит, приятель. Ты начинаешь меня пугать. Что же говорить об этой женщине? Проваливай, ты еще кто? Я тот, кто больше не хочет слышать твой поганый голос. Придется с этим подраться. Хочешь нарываться? Наверное, Арчи, я сказал проваливай, не то я с тобой разделаюсь. Еще увидимся, дорогух. Ну хоть этого бить не пришлось. Послушайте меня. Прошу прощения. Вы кашляете, как мой муж. Знаю. Послушай, мне жаль. Мне жаль, что так вышло. Я повел себя как дурак. Я страдаю из-за своей глупости, но не дайте вашей гордости вас погубить. Не дайте. У вас есть сын, мисс Даунс. Ну прям пристыдил. Ну так стыдно. Убедите Даунс уехать. Ну давай спросим. Стыдно? Почему? Вы любили его? Вы все для него делали. Давайте отвезу вас домой. Ладно, поехали. Ну наконец. Ну давай быстрее. Доберитесь до Аннесберга. Я не знаю, если их сейчас, по идее, на поезд посадить, карту, посадит их на поезд, по идее, с ними квест тоже все. Мы типа ближе к концу игры будем сейчас отдавать все вот эти вот квесты, сдавать до конца, доделывать. И типа с них получать плюс к карме. И все. Потом только будут одни сюжетные задания. Теперь, когда ты тоже болен, что дает тебе возможность искупить свою вину? Вину за то, что ты оборвал жизнь. Нет, это мне не нужно. Ладно. Тогда забудь про меня и про свое чувство вины, потому что из этого ничего хорошего не выйдет ни для тебя, ни для меня. Теперь ты можешь только решить, каким человеком ты будешь в оставшееся тебе время. Поможешь ли тем, кого еще можно спасти, или поможешь самому себе? Наверное, ты права. Ну или можешь повеситься, мне плевать. Ты вправе не любить меня, я не собираюсь менять твои отношения ко мне. То есть тут прямым текстом тебе игра намекает, то что типа вот с этого момента, ну как бы вот,
пару квестов назад, побочных. Пару квестов назад, как бы, ты уже мог начать менять свое, короче говоря, карму. Типа, у тебя есть еще возможность все вернуть назад. Типа, если ты, допустим, в течение игры косячил и так далее, то сейчас самое время улучшить свое положение. Так, давай аккуратненько тут где-нибудь, да, пройдем. Вон тут тоже лошадь багует. Лошадь багует тут тоже. Ну-ка, давай мимо проедем, посмотрим, что. Вот где-то на этом промежутке очень странно себя лошади ведут. Надо, что баба слезла. Тогда, наверное, моя лошадь тоже будет баговать. Посмотрим. Тут, наверное, в целом весь квест не очень хорошо сделан. Ну, лучше, скажем так, чем Киберпанк. Арчи, что же нам делать? Уходите отсюда. Давайте. Поселитесь где-нибудь в другом месте, начните заново. Вот, возьмите это. И они больше ни к чему. Мне не нужны ваши деньги. Да я знаю, что вы не хотите их брать. Не хочу. Но они вам нужны позарез. Возьмите. Нет. Я не ищу прощения. Дело не в этом. Не надо меня прощать. Просто возьмите деньги и уходите, прошу. Я знаю, я испортил вам жизнь. Я мучаюсь из-за этого каждый день. Но вы не должны позволить гордости вас погубить. Слишком многие гордость свела в могилу. Я? Ничего не говорите. Не благодарите меня. Просто возьмите деньги и собирайте вещи. Это все, что я хочу вам сказать. Спасибо, мистер. Я сказал, не благодарите. Ухожите. Please. Ходит просто бабки вот так вот. Всем. Кому деньги, кому бабло. Я добрый туберкулезник. Так. С Микой это понятно, но тут квест тоже не открывается. Он почему-то был, но исчез. Я не знаю, в какое время он работает. Может быть, надо ночью туда приходить. Хрен бы с ним. Появится, так появится. Раз уж мы в городе, поедем на основной. Он где-то в этом домике. Лошадь там по-прежнему стоит. Возможно, я заглючил. За тобой никто не шел. За тобой никто не шел? Я сказал, нет. Сейчас вернусь. Окей. Ясно. Что с тобой такое? С тобой что такое? С тобой, приятель. Ты не слишком хорошо выглядишь. С тобой что не так? Со мной все так. Я в полном порядке. Я башка не в порядке. Я просто реалист, друг. Мика считает, что у нас завелся предатель. Он так считает? И что натолкнуло на эту мысль? С нашего появления не проходит и минуты, как заявляется Пинкертон. Мы в бегах с тех пор, как вы два осла сорвались с катушек в Блэквотере. Мы едва спасли свои шкуры в Сен-Дени. А теперь в этом виноват предатель Молли, точно? А кто мог еще? Мы можем действовать слишком агрессивно. Может, время таких, как мы, прошло? Зачем нам предатель? Мы и так наследили словно стадо бизонов. А теперь все знают, кто мы, где мы и чем мы занимаемся. Прежде всего, нам надо избавиться от всяких слабаков. Забрать наши денежки и начать все заново. Без шансов. Но нам нужно просто предпринять и быстро. В противном случае Корнелл, Пинкертоны, они окружили нас со всех сторон и не остановятся, пока не найдут нас. От Корнелла одни неприятности. Может, пойдем дальше? Да, нам пора. Идем к реке. Зачем нам Корнелл? О нем не нужно думать. Он не... Да, деньги нам нужны, но мстить-то зачем? Мы сделаем это ради денег. Соглашайся, Артур. Надеюсь, это делаешь для того, чтобы отомстить дальше. Не смеши меня, ну же, Артур. Это просто маленький визит. Бергамер, все, я снова тут.
Я не знаю почему, но Мика прям все-таки до сих пор грезит тем, что надо вытащить бабки из Blackwater. Но, по-моему, это вообще надо, по-моему, давно было про них забыть, еще в самом начале игры. Дальше хочет всех перестрелять. По-моему, из них самый адекватно мыслящий это Артур, который говорит: чуваки, по-моему, наше типа время-то вышло, ковбоев. Надо жопу-то приткнуть, жить нам осталось немного, так что искупление. Все общее искупление. Но всем похер, все бандиты. Ну, пойдем повоюем тогда. И о чем же таком важном мы собираемся с ними поговорить? Он охотился на нас с самого Валентайна. Из-за него убили Хозию, его сахарная плантация губит жителей Гуармы. Этот город, Артур, это его город. Он выкупил его, чтобы погубить этих людей. Его сахар, его нефть, его закон. Мы не в силах исправить весь этот мир дальше. Мы в бегах. Так почему ты отправился спасать Джона против моей воли? Не хотел, чтобы его вздернули. Я тоже не хотел. Мы с ним придем к соглашению, Артур. О чем ты говоришь? Мы хотим уйти, а Корнелл хочет, чтобы мы перестали его грабить. И все мы знаем, что это из-за его денег. Рикентоны сидят у нас на хвосте. Он — это Америка, Артур. А я хочу уйти. А он не дает нам уйти. Так ты просто от жадности, он хочет дачи его ограбить. Ну просто от жадности. Просто у Корнелла больше бабла и все такое. Он ему и так уже солит в течение всей игры. Чего он еще-то хочет от него, я не знаю. Он прямо не дает ему уйти. Да просто у них денег нет, вот они не могут съебаться никуда. У них что, не план великий по придумке дачи? То вечно какой-то геморрой, они себе только проблем наживают, потому что план у них херня полнейшая, и они его даже не обдумывают. Делают просто на шару, все, вот ничего не получается. Дебилы. И еще поймешь, сынок, еще поймешь, провернем это дело, пошумим. И исчезнем. Вот как обычно. Малолетний дебил. Скоро сюда должен прибыть корабль Корнелла. Давай спрячемся за этими ящиками. Ну что, серьезный мужик бы не стал прятаться за ящиками, он бы стал бы гордо развивать член по ветру, ждал бы своего врага, побазарил бы с ним, ну либо на дуэли бы могли разойтись и все. Мистер Корнелл, я хочу поблагодарить вас за гостеприимство. Это деловая встреча, мистер Милтон. Мы не друзья. Я потратил целое состояние на ваше агентство. Без каких-либо результатов. Это Вандерлинда грабит меня и смеется надо мной. Я платил за лучших людей. Мы его почти поймали, мистер Корнелл. Знаю, вы это уже слышали, Дженсен, сэр. Отправьте телеграмму в Нью-Йорк Голдбергу. Передайте ему, что я готов брать кредит только по 3,2. Извините, но это я уже слышал. И заставьте этого солдафона оплатить транспортные расходы. Да, сэр, мы делаем все, что в наших силах в рамках закона. Закона? Агент Милтон, мы оба знаем, что вы можете сделать с вашим законом. Найдите дачи в Вандерлинде. Придите его сюда и законы оставьте тем, кому они нужны. Всего хорошего, сэр. Идемте, мистер Росс, у нас много дел. Мисс Дитсбери, мистер Корнелл. Послушайте, Дитсбери, что это за история с забастовками? Я купил акции шахты, потому что ею плохо управляли, и намереваюсь любой ценой сделать ее успешным предприятием. Сэр, все дело в жаловании. Людям кажется... Сэр, бизнесу плевать на то, что кажется людям. Плевать. Все это бред, который обрушит чуму нашего дома. Мисс Корнелл, возможно, ваш дом уже обречен. Что вам нужно, сэр? Я точно не знаю, пока что. Наглость вас погубит, сэр. Я и так человек пропащий. Даже мой лучший друг считает меня сумасшедшим. И я, как и этот бедняга, с которым вы разговариваете, тоже оскорблен. Вы ограбили меня, сэр.
Вы ограбили его. Странная штука судьба. Демагогия, ожидаемая от преступника, сэр. Я такого не делал. Вы убиваете, я убиваю. Ну, разница в том, что я выбираю, кого убить, кого ограбить. А вы губите каждого, кто стоит у вас на пути. С меня довольно. Вот что я скажу. Дайте мне этот корабль, 10 тысяч долларов и право безопасного прохода, и тогда я оставлю вас живых. Но тут дач просто реально обнаглел. У тебя, говорит, слишком бабла до хера. Ты всех убиваешь, а я выбираю, кого убивать, кого нет. Он тут врет просто на каждом шагу. И еще в наглую просто говорит: давай-ка, чтобы я тебя не убил, чтобы я больше вообще не убивал на твоей земле и так далее. Ты мне денег дашь и пароход свой. И все, и отвалишь от меня. А я спокойненько уйду. Деловой вообще. Вот. Тут даже не подумаю. Уверен? Отлично. Так даже лучше. Ты совсем рехнулся? Шум, Артур, шум. Вот именно, что шум. Что ты наделал, дач? Да, тут сейчас замес начнется лютый. Сейчас опять надо будет весь город убить. Ты нахрена в воду-то полез? Ты что, дурак? Ладно, Мика пошел за бумагами. Найдем его и свалим отсюда. За какими бумагами? На пароход? Так, тихо, я чуть женщин не начал убивать. Я думал, что это стрелки. Ну, законники. Вот эти вот. Они стреляют с того здания. Ща присядем. Присядем. И мы в них постреляем тоже. А? Рано должен был попасть. И еще. Бам. Осторожно, наверху что? А, там Мика наверху. А, это наши. Где наши, где не наши? Пороха не видно. Нужно выбираться отсюда. Вот так видно получше. Так, давай сюда, по лестнице. Артур, шевелись. Блять, еще и подгоняет. Подождите. Следуйте задачам и Микой. Ну. Блять, ну по идее должен был в него попасть. Все, они уже их завалили, да. Перезаряд. Так он у него шапку сбил, а в голову не попал. Вот это как? Законы физики, да? Ну или аэродинамики. Артур, ну уже, куда? Тихо, блядь, дай пройти. Мне что же надо где-то прятаться? Бам. Все, без меня нельзя было сделать. Let's go. Кстати, у них же тут горнодобывающая промышленность, у них получается мини-бок такой тут организован. А? Эх. Как я ему в щеку прострелил. Всякие взрывчики кинематографические. А? Есть еще кто? Ну, видимо, все. А чтобы сбежать, освободите лошадей. Своих или чужих?
Поехали. Да. По крайней мере, мы пытались договориться. Парни, вы спятили. Ох, Артур, за свою жизнь я часто чувствовал себя виноватым. Я убивал людей слишком часто и слишком безрассудно. Но не в этот раз. Ну же. А почему мне не на своей лошади-то поехать? Они пытаются перекрыть дорогу, сворачивая направо. Ну, окей. Право, налево. Ну, нас сейчас будут кошмарить, короче, на протяжении всей дороги. Угу. А что, так можно было, да? Ладно, понятно. Дачу завалили. Значит, короче говоря, сначала немножко проезжаем, отстреливаем, проезжаем дальше. Дело в том, что на ходу это делать-то не очень удобно. Я чисто могу их навскидку завалить. Но если попадаю в лошадь, то минус карма. Хоть у меня есть запас, но мало ли сколько народу надо еще убить тут. Причем я в большинстве случаев по лошади только и попадаю. Я убил его? Это было случайно. Там лошадь упала вообще. Они, походу, сами там неплохо выпиливаются. Далеко. Вот, ты откуда взялся-то? Давай-ка перезарядимся. Кажется, мы оторвались. Пока что да. Вообще неудобно на скаку стрелять. От bmd.gg. Доброго времени суток. Здорово, Вольф. Ух. Все целы. Интересный получился визит вежливости. Не пытайтесь строить из себя дурачка и умника одновременно, Морган. Вы все понимали. Рано или поздно с Корнуоллом придется разобраться. Дай посмотрю бумаги. Эта шумиха нам совсем не нужна. Такое ощущение, будто весь мир против нас. Дач. Скоро они сообразят, где мы спрятались. Тем более, что мы не особо-то скрываемся. Нам нужен отвлекающий маневр. Нужно выиграть немного времени. А что за бумаги? Судя по всему, компания мистера Корнуолла заключила железнодорожный подряд с армией. А кроме того, они везут динамит из шахт Аннетберга в Сен-Дени на перепродажу. А еще на его керосиновой фабрике хранятся облигации. Может, есть способ, как сбить их со следа и разжиться деньгами. Мика, ты разведай насчет этого динамита, возьми с собой Билла. Артур, ты тоже иди с ними. Динамита нам понадобится много. Еще нам с тобой, Мика, надо потолковать. Обсудить кое-что. Хорошо, босс. А что именно обсудить? План, который Артура не касается. Вот в чем дело. Мы с тобой кое-что обсудим, ну, только с Микой. А ты как бы, ты выполняемые задания. Но ничего, короче говоря, мы тебя посвящать в планы не будем. Шестерку нашли, на нем и катается. Артур верит как мудак всей этой херни. Ничего не изменилось. Нет, значит? Есть старый дом неподалеку от Ван Хорна. Встретимся там, как доковыляешь, чехотошный. Увидимся в лагере. Рехнуться можно. А че он с ним-то не поехал? А, они сначала должны потрещать, потом только я смогу с ним поехать. Оригинально. Итак. Побочки. Никаких. Ну да, они сейчас так и будут, короче, топить прям по сюжетным заданиям.
Где-то здесь, короче, задание первое. Ну, оно тоже сюжетное. Тут прям до финала что-то, ну, где-то, я не знаю, мне кажется, часов 10, наверное, да меньше, да, часов 5. Вроде так. Правда, вот эпилог тут сильно затянутый, мне так кажется. Эпилог играть немножко скучновато было. Тоже игра, которая, в принципе, потом подводит к повествованию первой части. Давай, пока я рядом, побреемся. Опять зарод, как партизан. О. Гладкий морда. А уж. РС. Что такое у нас? Пастор Свонсон. О, алкоголик. Давненько мы не играли с ним. Пастор. Вы в порядке, мистер Морган? Не знаю, пастор. Сейчас тяжелые времена. Для нас всех. Да, очень тяжелые. Вы сам не свой. Мне всегда казалось, я завязал с морфием, сэр. Пастор Свонсон, мы оставим вас на минуту. Само собой. Нью-Йорк. Мы поедем в Нью-Йорк. Они загонялись за нами на юге, на востоке и на западе. Мы найдем корабль и поплывем по реке, отправимся на север. Нью-Йорк. А затем Таити, острова Фиджи, или вот это место Новое Гвинея. Танцуют девушки, свобода. Но сначала нужно сделать много дыма. Поднять большой шум. А затем исчезнуть. Нам нужно больше шума. Одно большое дело и чертовски много шума. Удачи. У нас уже не очень хорошо получается проворачивать дела. Ты хорошо себя чувствуешь, Артур? Да, конечно. Извини, что помешал. Бартгаммер, ну я уже пойду. Скоро мама придет. Еще нужно ингаляцию сделать. Прополоскать горло и таблетку выпить. Хорошо, давай, поправляйся, Бартгаммер, лечись. спасибо за стрим. Тебе спасибо, что зашел. Дач, это парящий орел. Его отец великий вождь. Мы с Чарльзом притворялись наемниками. Они оказали мне большую услугу. Удачи, здоровья, всех благ. Спасибо. Как поживаете? Не особенно хорошо, сэр, но я очень сожалею об этом. Как твой отец? Отец перепутал мудрость со слабостью. Его народ мой народ. Слишком много страдал. Его слишком часто обманывали. Теперь у нас еще и отняли лошадей. Пехотный дивизион, который стоит в Порт-Уоллисе. Ну что, полковник Февлов, лжец и убийца. Его люди не успокоятся, пока не истребляют всех нас. Без лошадей мы не можем охотиться, а без охоты мы будем голодать. Это все равно, что объявление войны. Ясно. Ваши люди помогали мне раньше, и у меня есть деньги. Бери деньги, парень. Что скажешь, Чарльз? Ты же знаешь, я сказал твоему отцу, что не буду драться из-за каких-то лошадей. Ну, а я подобных обещаний не давал. Идем. Ну, короче, как обычно, Артур, сбегай и помоги. Артур, мы должны пойти с ними, чтобы ситуация не слишком вышла из-под контроля. Наверное. Теперь, короче, идем. Можно привести им еще лошадей. Да, я понимаю, что парящий орел сбешен. Но делу это не поможет. Еще дачу его подначивать. За нами и так полно народу гоняется. Не хватало еще и армии. Ты позволишь этим мерзавцам, чё? Итак, юноша, видите нас? Лошади на лодке рядом с Ван Хорном. У берега нас будет ждать человек с каноэ. Мы ведь можем провернуть это, никого не убиваем. Разумеется, что будет, то будет. А, сынок, расскажи мне об этом полковнике Фейворсе. Он гнусный человек, он и его солдаты над нами измываются.
Всю нашу молодежь забрали из резервации и отправили в исправительные школы. Многих женщин, старики, слабые и больны, но они, оказывается, выдать нам лекарства и припасы. Сегодня мы положим этому конец. Даю тебе слово. Здорово, Даман. Спасибо. Спасибо за лайкос. Так, ну все, они, короче, натрещались. Зачем ты это ввязался, Дач? Ты меня знаешь, мы стреляем в тех, кого надо стрелять. Спасаем тех, кого надо спасать, и кормим тех, кого надо спасать. Отличная отмазка, вот честно. Опять ты за свое. Мы уже давно не помогали никому. Вот именно что. Кроме самих себя, и ты даже это осознаешь. Я же говорил, шум. Нам нужен шум, Артур. Шум и вера. Ну, Дач, короче, уже поплыл. Я до сих пор не понимаю, о чем. Хватит задавать вопросы, подумай. Задумайся на секунду. Пинкертону уже должно было прийти подкрепление. Цивилизованный мир наступает нам на пятки. Кто знает, что еще Молли им рассказала. Нам пора переходить к кульминации. Ну да, только от этого вот все здесь при чем? Открытое столкновение между армией и индейцами. Это как раз такой отвлекающий маневр, который нам нужен. Одним выстрелом мы убьем 2 зайцев. Это Корнуолл спонсировал Пинкертонов. Для чего, по-твоему, я с ним разделался? В его отсутствие правительство с большей вероятностью перенаправит их на другие цели, особенно если разразится новый скандал. И тогда мы ускользнем. Как я и сказал, нам нужен только шум и еще одно ограбление. Я вернулся за сундуком, который я спрятал близ Шейди Велл. Мы близки к цели, Артур. Динамит, железнодорожный подряд с армией. Все это было в документах, которые нашел Мика. У меня есть план, который ты должен мне довериться. Ага. Если ему так нужен шум, что ему мешает просто кастрюлю на башку одеть, нахуй, колотить по ней. Он просто, как маньячело, начинает народ убивать просто так. Эй, Пейта! Как я и сказал, эти люди нам помогут. Я добыл каноэ. Корабль все еще стоит на якоре в проливе. Хорошо, подождем до темноты. Смеркалось. Ладно, пора идти. Я так понимаю, то, что мы идем грабить, точнее возвращать лошадей украденных. Но по-тихому это все не обойдется, стопудово. Надо подвести этот корабль к берегу. Лучше всего тихо к нему подгрести, подняться на борт. Затем, когда мы его захватим, разберемся с якорем и уплывем. Когда все поймут, что произошло, мы уже будем на берегу. Я так понимаю, Дач хочет этот корабль украсть. Ну, в смысле, потом, что всей банды оттуда, ну, свалить. Куда он там собрался? В Нью-Йорк, на Таити? Теперь поймешь, у него 7 пятниц на неделе. То в одну сторону плывем, то в другую. Ну, это свойственно сумасшедшим. Че, ну я подгребаю. Подойди сбоку, тихо. Походу мы тут будем по стелсу, наверное, да, всех вырезать? Ну давай тогда на нож поменяемся. Постарайся никого не убить. Подавите сопротивление солдат. Ну а как всех не убить-то? Они сейчас будут нападать. Да, мы потихонечку всех порежем. Так, а второй где? Он наверху. Угу. Давай тогда посмотрим. Вот с этими чуваками что. По-любому сейчас эти два должны уйти, короче, и оставить одного.
Ну, там наши тоже кого-то наверху убивают. Подождем, пока не доиграет. Потому что не знаю, если стрельбу начать, то там может быть снизу кто-то прибежит или вообще с других кораблей. Он не заканчивает почему-то играть. Ну, давай подождем. Ладно. Слушай, а может быть как-то их можно отвлечь? Что за черт у нас проблема? Блядь, стоило мне только отойти, у них какая-то проблема. У нас трупы, возможно, криминал по коням. Заберем то, что наше по праву. В смысле? Почему целей нет? Почему они как цели не отмечают? Ну, ладно. Почти по стелсу. Парни, спускайтесь и займитесь лошадьми. Пустите якорь. Подожди. Так заложить якорь или опустить якорь или заложить динамит надо? Ясно, давай динамита бахнем. Ты думаешь, я знаю, как с этим якорем обращаться? Да взорви его, скорей. Что он делает? Ага, шашку. Как у них просто сапоги спички зажигают. Всегда удивлялся. Бум. Лошади в панике просто вообще. Полный ход. Дач, кажется, мы плывем слишком быстро. Мы движемся прямо на те скалы. Держитесь. Ну прям Титаник. Короче, у них, как обычно, все через жопу. Вот я что хочу сказать. Да что с тобой такое? У всех все в порядке. Да, наверное. Но в борту огромная дыра. Лошади перепугались и в трюме течь. Давайте вытащим их отсюда. Скорее! Ну, у тебя, конечно, много недостатков, но другого такого штурмана я не встречал. Такого мудака я не встречал. Лошади испугались, надо их вернуть. Помайте и сядьте на одну из 3 лошадей. Ну, давай хотя бы на эту. А вот моя лошадь плавать не умела. Она сразу сдохла почти. На такой, по крайней мере, глубине. А тут лошади не умирают. Все нормально. Как это работает, я не знаю. Видимо, выборочно. Какая-то лошадь умирает на глубине, какая-то нет. Видимо, которой положено лошади умирать. Кстати, 2 штуки, 2 серых лошади как-то странно себя ведут. Так, ладно, главное до берега добраться. Они как будто меня ведут в левую сторону на камни постоянно. Проход-то вон так. И постоянно приходится немножко правее давать. Эх, кашель-то какой. Он мудрый человек, но знаешь, я думаю, что соглашусь с тобой. Если мужчина долго мирится с коварством и предательством, то рано или поздно он должен признать что-то там. Никогда об этом не думал таким образом. Но тоже старый друг Эвелина Миллера. Сомневаюсь. Знаешь, у меня сыновей нет. Наверное, твой отец великий человек, ведь он вырастил тебя.
Спасибо. Джентльмены, ну что дальше? Ну, Артур? А, черт, Артур должен отдохнуть. Я помогу. Ты нравишься мне, парень. Значит, мы уведем лошадей и будем жить, как когда армия придет мстить? Надеюсь, что нет. Конечно, нет. Ну что, посмотрим, что у них там за форт. Кроме того, он отвечает обеим нашим целям. Воевать против армии глупо. Не надо нервничать. Кстати, Сэдди сказала мне про Кольма. Встретимся в таверне Дойла в Сен-Дени. Поехали, сынок. Конечно. Пройдем небольшую разведку у Форт Уоллиса. И когда разберемся с Кольмом, разыщи нас там. Дача, я не знаю, зато я знаю. Именно это нам и нужно. Отец сказал, что война слишком большой риск. Ты ничего этим не добьешься. Отец ничего и не узнает. Он вообще предпочитает жить в неведении. Твой отец хотел бы, чтобы ты совершал такую глупость. Я сказал, что хочу этого избежать. Ты не мог поговорить с падающим дождем? Ага. Можешь это сделать? Помогаем падающему дождю. Я поговорю с ним. А ты иди в лагерь и проверь, как там остальные. Дач в последнее время, он барахлит у них, дач. Спасибо тебе, говорит Артур. Пойдем индейцу помогать. Нихера тут заданий сколько появилось сразу. Ну, финал, он богат на события. Вот это вот. Что это такое? Абадия. Я туда приезжал, там закрыто. Но, кстати, возможно, там ночью работает это дело. Давай попробуем по-быстренькому до туда доехать. Что у нас еще есть? Вот, это резервация, да, индейцев. Падающий дождь. Еще две побочки. И вот это. Ладно, давай, короче, вот сюда сначала, потом, наверное, к дождю, и потом уже Мика и так далее. Сверху вниз будем карту чистить. Еще главное добраться до вот этой вот деревни бешеных этих стариков. Блять. Серьезно? Ты не могла запрыгнуть? Курва долбаная. Я там рожей пропахал. Зашибись. Второй раз за сегодня лошадь просто спотыкается на ровном месте, и я улетаю, блядь, на луну просто. Как я еще выжил, я не знаю. По идее, он должен был себе все сломать. Так, давай попробуем сократить, хоть ни хера не видно. Попробуем подсократить маленько путь. Пока квест работает. Хер знает, но я успел. Давай, слезай. Сейчас это отключат. О, здрасте. Уходите, сэр. Уходите. Это не потому, что нам все равно. Вовсе нет. О чем вы говорите? Сэр, демоны схватили нас за горло. Это вся тьма. Тьма, она повсюду. Он был прав. О чем вы говорите? Они приходят во тьме. Пожалуйста, помогите. Они идут. Мои свиньи. Кто-нибудь на помощь. Короче, мы свиней, они убивают моих свиней. Найдите демонов за домом. Так, ну я думаю, для хорошего демона нужна хорошая винтовка. Каких демонов? Вот этих? Чё, где он? Блять, полет на демонов каких-то с двумя патронами. Я посмотрю, если там кто-нибудь еще из них. Спасибо, говорит. Так, мы еще что-то ищем. Разберитесь, почему раздается лайк. Ну, там собаки бешеные, вот и все. Так, подожди, давай зарядимся. Заряжайся.
Только не говори, что у тебя тут 2 патрона вмещается. Такого быть не может. А, это дробаш. Бля, я думал винтовка. Ну ладно. Ищите жителей деревни. На них бешеные собаки нападают. Минус 1. Я сейчас сам быстрее отъеду просто. Все, я отъехал, все нормально. Ну, собаки, они как и волки, кстати сказать. Они также нападают, также лупят. Минус 1. Не вовремя я решил зарядиться, но успел. Прям в очко ее. 3-й будет еще, да? Они гонятся за Каином. Они гонятся за братом Каином. Он там. Догоняет. А, это он? Стоять. Так, одну я подстрелил, а вторую не успел. Все, я долго буду их собак туда отстреливать. Защитите жителей деревни. Короче, на них собаки бешеные напали. На всю деревню. Хотя я думал, что тут достаточно будет и одной. Демоны, все херня. Блять. Надо издалека их мочить. Ловля собак бешеных. Бам. Но эти собаки, в принципе, еще не очень много сносят. Волки как-то пожестче кусают. Это не демоны, это бешеные собаки. Да. Ничего хорошего. Идите домой. Нет, он сказал, что они явятся в разных обличиях. И он сказал, что помощь придет в разных обличиях. О чем вы говорите? Просто бешеные собаки. Водобоязнь, может, еще какая-то зараза. Он сказал, что мы должны ему верить. Должны ему верить. Ведите своих людей, а затем возьмите ружье и убейте всех больных зверей, которых увидите. И жизнь наладится. Тьма пришла за нами. Он был прав. Кто был прав? Я. Шаман какой-то. Я спасу их. Гендальф, ты ли это? Кто вы? Четвероногих демонов больше не будет. Проклятие изменится. Проклятие изменилось. Какое проклятие? Бедные люди. Я спасу вас. Я только что их спас. Никакого проклятия не было. Только бешеные собаки. Лес переполнен черной магией. Это я же говорил. О, это да, он говорил, это да. Я нашел. Вау. Это? Не трогайте. Он нашел проклятие. Он его нашел. В лесу их полно. Пока они здесь и проклятие. О, проклятие. Но кроме того, в лесу полно демонов. Я найду способ. Лгал ли я вам? Никогда не лгал мне. Нет. Ну уже, Обадия. Накормите меня. Значит, вы говорите, если кто-то уничтожит обереги, значит, вы говорите, в лесу полно демонов. А демоны защищают обереги. Обереги защищают демонов. Это невозможно. Я вижу, что это невозможно. Никаких демонов нет. Не тревожьте лес. Я же говорил, что он придет, и он поможет, и он солжет. Вы сказали это. Блядь, как хорошо дурачкам, да?
В любую хуйню верит. Ну что ж те проклятые амулеты возле Бучер Крик? Серьезно? Блин, ну ладно. Пошли за амулетами. Во всякую херню верь. Я что-то особо только не понял. То ли амулеты призывают демонов, то ли демоны призывают амулет. То ли амулеты надо. Короче, что уничтожить-то надо? Ну, надо по заданию-то амулеты, которые вроде как отпугивают демонов. Или их призывают. Я запутался. Ну, это все равно бред сразу. И что ж ты проклятые амулеты? Еще кого? Подожди. Не на деревьях? Вот эти амулеты. А мы дробовика снесем чуть-чуть. Только их очень плохо видно. О. 1 из 13. Я ж только что 3 замочил. Ну ладно. А, их надо еще эффективно расстреливать, я смотрю. Где-то тут. Вот он. Угу. То есть какие-то я попадал, какие-то нет. Ну и чё, где они все? Видимо, на этой полянке все. Да, вот. Я в кустах. Там лошадь психует. О, вот он. Сейчас это быстрее меня к крокодилу какого-нибудь приведет. Каким-то, блядь, ебеням лазишь. Палочки стреляешь. Дожили. Да. Попал. Второй где-то вот тут. Ну, он стопудово один на дереве, он на дереве один, и это я вижу. Вот занятие. Так. Где-то он тут свистит. Вот он. Сучий амулет. Один, наверное, через этот. Он там где-то. Когда таких много, без проблем. Самая жопа это найти последний. Всегда. Не попал. То есть их мало разнести прямо вот так. Надо добивать типа. Бам. Ну еще 4 штучки. 3 штучки. Ну, наверняка они на этом, на большом дереве. Хотя бы один там точно должен быть. Тихо, тихо. Ну ты еще убейся. Вот так вот. Бам.
Где-то по прямой еще показывал. Ну, сзади. Где-то сзади звякнуло. Вот он. Ну вот, о чем я и говорил, то что последний будет сложнее всего, наверное, найти. Где-то вот тут вот он позвякивает, вот он. Так, у меня стамина падает. Поэтому пользуемся мы винтовочкой. И никак иначе. Вернитесь к Абадии, да блин. Серьезно. Охрененное задание. Сначала дурачков послушать, собак пострелять, потом пострелять в палочки в лесу. И обратно вернуться потрещать. Так, лошадь. Где моя лошадь? Эй-эй-эй. Ну, а что делать? Тоже побочная миссия. Тут причем вся деревня вот такая. В амулетиках, кожах. Говори. Вы меня помните? Я помог вам с теми собаками. Я тут разбирался с вашим... Добро пожаловать, брат. Это дурной знак. Те обереги в лесу. Они все сломаны. Все? Стало быть, пришел конец вашим страданиям. Так этот шаман их, эти обереги-то и понавесил специально, чтобы народ запугивать. Вот и все. Это чудо. Мы спасены. Тьма рассеялась. Не спасены. Прокляты. Он разбил обереги. Духи вырвались на свободу. Значит, мы обречены? Погоди. Но ты же сказал, обереги зачищают проклятие. Я сказал, это было дурное знамение. Я сказал, у него язык демона. Меня нужно просветить на этот счет. Я не знаю, что и думать. Эй, посмотри на меня. Сдается мне, в этом ущелье что-то происходит. И дело тут не в проклятии. И что бы там на самом деле не было, этот тип не хочет, чтобы вы узнали правду. Лжец. Я предупреждал, что он будет лгать и лукавить. Тут что-то не так. Этот малый не стал бы так корчиться, если бы не догадался, в чем дело. Я не лишен даром. Мои предки, у меня тоже есть дар. Сейчас я обращусь к духам. Дурные знамения. Темные духи. Что он скрывает? Он всегда говорил правду. Тут есть шахта. С другой стороны, вон того холма. Тут, то есть, была. Сейчас она закрыта. Он всегда говорил, что мы туда не ходили. Может, я сам схожу, посмотрю. Вдруг найду что-нибудь. Окей. Угу. Ну, наверное, в такой шахте должно быть что-то такое. Вот, ну, не зловещее, конечно. Игра-то не про это. Мы там какого-нибудь лешего мочить не будем. Это оставим для ведьмака работу, которому заплатили чеканные монеты. Наверное, что-то тоже какой-нибудь волчара, наверное, водится. Вот эта пещера имелась в виду, по прямой. Да, мне тут уже особо лошадь-то, я смотрю, не пригодится. Надо в воду лезть.
Воу-воу-воу-воу-воу. Так. Ну как они предлагают? Нет, стой. Так дело не пойдет. Надо отмечать, во-первых, чтобы он мне дорогу показал. Да, вообще в обход тут действует. Надо шарашить в обход, потому что по этим скалам я тупо не доберусь. Надо что-то на стамину сейчас бахнуть. А то что-то как-то она упала у меня, пока этот... Я говорю, персонаж совершенно не умеет плавать, как лососенок по реке. У него с этим очень все плохо. Стоит только немножко пробежаться по воде, сразу же стамина будет. Будто 10 тысяч километров пробежал. Ладно, сейчас проедем озеро в обход. Значит, там где-то и подход в эту пещеру будет. Тут красное все. Не-не-не, мы проезжаем. Да. Бля, это подстава какая-то, походу. Сраные законники. Заебись, я еще в розыске. Сука, игра знала то, что я именно тут поеду. Потому что через скалы тебе не пробраться. Да, подбегаешь к скалам, начинаешь путаться там, короче. Ставишь, ну, как я сейчас поставил, чтобы обозначила объезд. И попадаешь к законникам. Зашибись вообще. О, вообще отлично. Просто замечательно. Так, а не слишком ли я далеко еду вообще? Короче, надо сначала от них свалить. Сука, проехал просто мимо. Я просто мимо проехал и все. Геморроище. Еще херово то, что от него же не откупиться никак. Так, я поэтому... Все, постоим. Постоим, короче, тут. Блядь, они ищут. Твою мать. Давай чуть дальше. Просто чтобы в дебри далеко не забираться. А сука, не догоняет еще. Давай, розыск. А, придется немножко подольше отъехать. Все. В Ганновере награда 10 баксов. Просто за то, что я мимо проехал. Короче, после этой миссии надо ехать на почту. Блять, ну это... Опять начинается. Надо, короче, на почту ехать, откупаться. Вот я еще думаю. Они просто сейчас будут циркулировать в этом районе и ни хера не дадут сделать. Ни в пещеру попасть, ни хера. Вообще никуда. Сейчас как? Ебанусь откуда-нибудь. Горы имеют свойство резко заканчиваться. Причем вот шахта-то это вообще вот где-то рядышком. Давай не торопясь, проедем. Хотя хер, до нее ехать еще прилично походу.
Давай, попробуем. Ну, откупаться надо однозначно. Что-то мне не нравится пол красной карты. Вот так вот каждый раз мимо кого-нибудь будешь проезжать, и они будут тебя стрелять, а потом еще уматывать них хрен знает куда. Ага. Вот тут у нас вход в шахту. Вот это шахта. И чё, и чё? То я не помню задание. Так, тянуть надо. Я тут жду второго пришествия. Ну и чё? Дробовичок, но надо вперед, наверное, да? Ищите в шахте что-нибудь связанное с проклятием. Можно поискать дробовик? Нет? Блядь, не работает. Бля, я думал, кто-то уже нападает на меня. Артурчик кашляет. Ну, это прям Dark Souls какой-то. Да нет, надо по прямой, наверное, идти просто. Ну да, и что тут искать-то? Может быть, тут какое-то дикое животное, я не знаю, но оружие мне явно не достать. О, что-то нашлось. Да уж, проклятие. Кто здесь? Я тебя вижу. Игра окончена. В этой шахте какой-то яд. Чего? Фигура таинственная. Выберитесь из шахты. Я сваливаю. Он-то сваливает. Вам трудно дышать из-за газа. Следуйте руслу источника и выберитесь из пещер, пока вы не задохнулись. К какому руслу источника-то? Где он начинается, это русло? А, вот. Вот так вот можно пройти. Вот. Давай, 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 давай. Потом мы сейчас тут и останемся. По-моему, я неверно побежал. Нужно же по руслу бежать. Интересно, кто туда пещеру? Да, наверное, маг этот сраный и долбанул. Все, теперь меня... Я теперь не задыхаюсь. Паркурщик с него, короче, очень хуёвый. Пошел в жопу. Куда же он течет? Чувак, я без понятия. Давай, давай. Ну, хотя бы свет есть. Да, выбрались. Шаман, скорее всего, и долбанул на это дело. Слушай, а я тут был. Я здесь золото искал. Эй, прочь, уходите отсюда, здесь опасно. Ну да, я здесь золото искал.
странный квест. Ты должен пробежаться по пещере, но есть там один закуток, короче, куда ты можешь свернуть и там найти, по-моему, 1,5 штуки золота. Или 1,5, или косарь. Это пацаны мелкие, короче. Я их просто прогнал. Но, скорее всего, в шахте сделал взрыв кто-то из взрослых. И это, я думаю, что сделал шаман. В этой истории он единственный мудак. Я сказал, что спасу вас. Я сказал, что выведу вас из темноты. Покажите нам свет, и я это сделаю. Я это сделаю, но сначала вы должны поставить свои подписи на этой бумаге. О? Это мощная магия. Он защитит вас в пути. Но Сим, я освобождаю от ответственности. Гарантирую возмещение убытков вышеуказанной. Прекратите читать. Вы не говорили, что умеете читать. Что это сейчас за трip? Вы вернулись. Мы думали, что проклятие погубило вас. Нет, а вот этот человек почти погубил. Никуда не уходил. Нашел это в старой шахте. Оно протекло в озеро. Вас отравили. Нас предупреждали, чтобы мы вас не слушали. Тогда послушайте, что он скажет. Что это? Да, ерунда. Ерунда. Когда ты будешь не против ее выпить? Не надо. Подумаешь, обдрищится, да и все вместе со всеми. Ты меня убил, я отравлен. Значит, яд? Шахта. Там нашли только мышьяк и свинец. Они случайно пробили ход в пещеры. Все растеклось, я собирался увести вас всех. Вот теперь вы все слышали. Она меня поглотила. О боже, о боже. Спорить не о чем, все ясно как день. Это проклятие. Прокляты? О чем вы говорите? Догоним его, чё. Этот город захватила могущественная сила. Это не духи. Это горнодобывающая компания. Нет, это духи. Духи говорят посредством горнодобывающей компании. Братья и сестры, нам нужно пойти помолиться. Не молитесь, сделайте что-нибудь. Вас ждет смерть или что похуже. Просто уходите. Это наше проклятие, нам с ним разбираться. Знахарь оставил немного денег. Забирайте их, если хотите. Ну, как говорится, в помане верующий. Вот и все. Давай, наверное, сохранимся. Посмотрим, что там у нас по карте. О, можно съездить. У нас еще есть немного времени. Надеюсь, меня не покарают, пока я еду. Нигде, короче, не останавливаемся. Всех игнорим. Просто едем на почту. Странные вот эти $10 надо откупать. Потому что любые законники, которые будут стоять на дороге, либо менты какие-то, они сразу будут нападать. Да вот дадите мне проехать-то мимо спокойно. Ну почему лошадь тормозит? Гони, 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 гони. Сука, в тебя стреляет, лошадь останавливается, стоит, смотрит, пока тебя убивает. Вообще охеренно. Бля, народу-то там тоже на тебя прилично нападает. Человек по 8. Плохо то, что когда с ними бьешься, прятаться негде. Так, где-то тут. О. Выплатить штраф. Вот всего $10. На другую красноту с карты я никак не могу брать. Печалька. Ну, ладно, хотя бы это. Ладно, поставим под дождем, сохранимся.
будем заканчивать на этом стрим. Что там, сколько процентов? 57,5. Ну, 58,5. Где-то так. Окей. Идеи тут до конца недолго осталось. Думаю, еще стрима 2, наверное, будет основной сюжет, и потом еще стрима 2-3 еще эпилог будет. Ну, поглядим там, как что делать. Сегодня будем завершать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Всем удачи и пока.